Наша встреча с гостями из Норвегии. Визит этот состоялся благодаря Сергею Михайловичу и Олесе Владимировне. Я приношу им благодарность искреннюю за то, что такое событие у нас состоялось в стенах университета. Так, что-то нехороший какой-то звук, надо немножко убавить. Буквально несколько минут назад мы побывали на приеме у ректора Федерального университета, у Максима Валерьевича Румянцева. На этой встрече был подписан рамочный договор о сотрудничестве наших учебных заведений. Олег Густавсон, он представляет сегодня Институт архитектуры и дизайна Осло. 2 года назад он покинул Снохету, где работал несколько лет в статусе исполняющего директора компании Снохета. И вот мне подсказывают, лежат, что 20 лет он являлся исполнительным директором. Да, и даже являлся совладельцем этой компании. Из таких громких проектов, наверное, должно быть известен проект Александрийской библиотеки, библиотека Александрина в городе Александрии в Египте, которая была построена на месте той самой Александрийской библиотеки, которая, по-моему, являлась одним из 7 чудес света. Сергей Михайлович, может быть, вы что-то добавите к моим словам в качестве представления наших гостей? Ну, я только хочу сказать, нам посчастливилось вот с Олесей Владимировной побывать в школе АХО в Осло, руководителем которой является Оля. Вот. Мы познакомились с программой работы, познакомились с самой школой, с мастерскими, аудиториями. Вот. Но единственное, так скажем, мрачный момент был, на второй день нашего приезда мир охватил ковид. Вот. И конференция была срочно свернута в стенах школы. Мы продолжали работу с коллегами из Москвы, Петербурга, Мурманска, Якутска, и вот норвежские коллеги уже в конференц-зале гостиницы. Вот. Ну, а про школу я могу только сказать самые восторженные слова, потому что это впервые я столкнулся с такой школой, которая работает 24/7. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно прийти, заниматься во всех аудиториях, во всех мастерских. Но преподаватели, конечно, в таком режиме не живут, а студенты, в принципе, вот именно так и там и работают. Вот это вот, конечно, очень впечатлили мастерские этой школы, потому что доступ к оборудованию самому разнообразному, слесарному, токарному, сварочному, 3D принтеры, что там еще, столярные мастерские с полным набором любых материалов, какие только пожелают студенты. Можно приходить, делать макеты, моделировать, клеить, пилить, ну и создавать вот 3D модели. Вот это тоже очень сильно впечатлило. Вот. Ну, к сожалению, много про Осло я сказать не могу. Ну еще, конечно, хотелось бы отметить гостеприимство хозяев, вот, самого Оли, Неджева. Ну, им еще будет слово представлено. Вот, можно сказать, наш куратор при посещении и конференции, и Осло. И
идейный вдохновитель вот тех контактов, которые вот сегодня продолжаются. Именно благодаря Неджету нам удалось связаться практически со всеми архитектурными школами в России, которые занимаются Арктикой. Вот, где есть программы, где есть вплоть до магистерских программ, связанных с освоением и обустройством арктических территорий. Ну и вот у нас в планах тоже было включиться в эту ассоциацию Арктического университета, который Оля с Неджетом ведут. Это вот еще, второй шаг, может быть. Я думаю, что он вполне реалистичен и осуществим. Ну вот все, наверное, Евгений Аркадьевич. Я, конечно, мог бы много рассказывать еще, но не буду занимать ваше время. Если будут вопросы, потом можно будет ответить. Спасибо. А теперь несколько слов скажет Неджет Ждралович. Пожалуйста. Здравствуйте, очень рад, что вы нас пригласили здесь. Первый раз в Сибири. Нам повезло, что знакомился. 13 университетов вместе сделал ассоциацию, которая будет сотрудничать за работой с Арктиком. Мы стараемся, чтобы подготовили студентов, специалисты за будущее, которые занялись с проектированием в Арктике. Okay. Hello. Здравствуйте. My name is Ole Gustafsson. I'm the rector at the Oslo School of Architecture and Design. Меня зовут Оля Густавсон. Я ректор университета архитектуры и дизайна в Осло. And I have also previously been 20 years with the international global design company Snøhetta. И до этого 20 лет я был соучредителем глобальной компании Snøhetta. I'm extremely glad that you have given me this opportunity to come to Siberia. Я очень рад, что вы дали мне такую возможность быть в Сибири. Never been here before. Я никогда здесь не был до этого. At the same time, it looks very familiar, with snow and ice and cold winds. Я теперь буду знаком с ветрами, холодом и снегом. But I have not come for the weather. Но это не самая комфортная погода. I have come here because I think it's really important that we do exchange of knowledge. Но здесь я для того, чтобы изменить знания. And that we do that across disciplines and across borders. Здесь мы пересекаем дисциплины и доски. Границы. Принцип. National borders. Национальные границы. And traveling here, who takes some time, doesn't really feel like you are a close neighbor, but you are a neighbor. We are sharing the same border. И мы делимся с нашими соседями этими знаниями. And and I'm really concerned about our globe's development. И я очень заинтересован глобальными изменениями, строительством. And that we, as we speak, don't have a sustainable. И мы разговариваем о несуществующем, устойчивом. Way of life,
And we are exploring more and more that diversity and way of living is not what we want. И мы разговариваем о различиях И раз- Repeat, please. Repeat, please. Okay, should I continue? Yes. And that's why also I think it's important to cooperate and have close collaborations with good neighbors. И это очень хорошая вещь, чтобы сотрудничать с нашими ближайшими соседями. Because we need to find common solutions for these challenges. Потому что нам нужно соглашение в этом каком-то, And as all we know, these are happening, all these things are happening. Climate change is happening faster in the north. Климатические изменения меняются быстро, и The temperature is rising faster and higher in the north. температура поднимается быстро, And the changes are more dramatic in the north. и изменения происходят более правильно. And that's why also I think it's so important that we architects, landscape architects and designers is working together. И я думаю, поэтому и важно, чтобы мы как архитекторы работали вместе над этой проблемой. And that we do that on all levels, on rector's level, on management, faculty and students and researchers. И чтобы мы работали над этим на всех уровнях, на экономическом, на работе со студентами и на всех других уровнях. But I will talk more about this later. Ну, давайте больше поговорим об этой природе. But I'm really happy to be here despite I'm rather tired just now. Я очень рад быть здесь этим утром, немножко устал, конечно, но все хорошо. A long travel. Thank Очень you. длинная дорога. Thank you. So should I start my presentation or what's next? I think we will have a miracle. How much time do I have? How much time do I have? How much time? Okay. Can you take off some of the lights? Is this working? Discussion. Okay, fine. So I'll speed up. I need help from the guy, I think. Нужна помощь от человека за пультом. Просит вашу There it is. It's working. Все работает. Not nice, but okay. Okay. My presentation will be in 3 parts. Моя презентация будет проходить в 3 частях. I will talk a little bit about my school. Я поговорю немножко о своей школе. And I will talk a little bit more about collaboration. И я поговорю немножко больше о нашем сотрудничестве.
And then I will show you some Snøhetta projects. Потом я покажу немного наших проектов. But first I will talk about my school, and then I will have to ask my partner over there to click on the Vimeo. Во-первых, я буду говорить о Film. своей школе и попрошу помочь моего партнера нажать там на что-то. If he could. Если он может. На ссылку, наверное. Да, на ссылку. What he should click on. There it is. And with full screen, На полный экран, пожалуйста. be able to do full screen. So this is outside my school in Oslo. We are a very small institution. Это моя школа в Осло. Мы достаточно маленький институт. And this is our campus. Это наш кампус. We have 800 students У нас 800 студентов and 200 employees. и 200 работников. 3 main programs: 3 главных направления. architecture, landscape Архитектура. architecture, and design. Дизайн и Ландшафтная архитектура. We try to be an elite school, мы пытаемся быть элитной школой, driving and focusing on excellence. работаем для того, на результатах. Фокусируемся на результатах и оценках. And we focus on quality parameters, Работаем на Качественные изменения. like we want the best students, the best talents to our school. мы хотим обучать лучших студентов, и чтобы у нас были лучшие студенты с лучшими талантами. We want the best practitioners, the best architects, landscape architects and designers to work in our school. Мы хотим, чтобы в нашей школе работали лучшие архитекторы, лучшие ландшафтные архитекторы, лучшие дизайнеры. We are constantly developing our curriculum together with external partners. Также мы сейчас стараемся больше сотрудничать с нашими заграничными партнерами. And we are benchmarking our candidates with the best critique persons across Europe. И мы также отмечаем наших лучших сотрудников по всей Европе. And here you just see some interior pictures from the school itself. Вы можете видеть несколько видеорядов из нашей школы. We have around 15,000 square meters. У нас примерно 15 тысяч метров квадратных. Consisting of library, Там находятся библиотеки, workshops, Мастерские. offices, офисы, student halls, студенческие Помещения. помещения. and all kinds of facilities that you need to be a School of Architecture and Design. И все возможные помещения, которые вам нужны, чтобы заниматься в архитектурной школе. Our school is in the center of Oslo, Наша школа находится в центре Осло. and it's a transformed building. Трансформируем сейчас здание. It used to be workshops and offices for a big company before we moved into the school in 2001. Это раньше было здание для большой компании, в которой было много офисов, но в 2001 году мы переехали туда. So it's a special design for our school, and the concept was called transparency. Главной отличительной чертой нашего здания была прозрачность. And for some of the people which has been so lucky to be there and see this, I hope that transparency is seen all over the school. И также мы очень рады, что к нам приезжают такие гости, и надеюсь, они видят всю эту прозрачность В нашей школе. Да. So we have a bachelor education in the Scandinavian languages, У нас есть бакалавр на скандинавском языке. and that's 3 years.
Он идет 3 года. And we have a 2 years master course, И у нас есть Магистерские курсы на 2 courses, года. international courses. Магистерские курсы на 2 года на международные. международном языке. And we also have a scientific PhD program. А также программа для профессоров, That educates doctors, between 5 and 10 doctors a year. И мы выпускаем по ней между 5 и 10 учениками в год. And this is my office. That was. И это мой офис. And I think one of the key drivers for my school И я думаю, что основным направлением, ключевыми ключевым направлением моей школы является is to have a very close relationship between research and education, очень тесное отношение между тем, что ты ищешь, и тем, что ты получаешь на образовании. and education and practice. И, собственно, этим образованием и практикой. Because it's important that our both architecture program, landscape architecture programs, and design programs are relevant and have impact. И очень важно, что все наши направления одинаковые и имеют современные. И современные, и имеют хорошее Бэкграунд, основание. Да. Very good. Then we go back to the presentation. Хорошо, теперь вернемся к презентации. You can all get this address if you want, and you can see the movies for yourself. Вы все можете перейти по этому адресу, если вы увидите его на экране. I will leave it. Now I will just say a few words about some, I would say, something which has been a very exciting journey for the last, more or less, more than 3 years with my partner Nejad. Теперь я расскажу немного о очень волнующем путешествии, которое длилось последние 3 года с моим партнером Неджатом. Because Nejad came to me and said, I want you to cooperate with Russian universities. Потому что Неджат подошел ко мне и сказал, что я хочу, чтобы вы работали вместе с русскими университетами. And I answered, why should I do that? И я спросил, почему мне стоит это делать? And Nejad was very convincing. И Неджат был очень убедительным. And during these 3 years, we have visited many universities in Russia. We have had many contacts with Russian universities. We have met rectors, deans, and faculty from many Russian universities. И за последние 3 года мы установили контакт с множеством российских университетов, с их ректорами и с их факультетами. And on that question, why collaborate with Russia, I have been totally convinced we have a lot to learn from you. И, собственно, ответом на этот вопрос, почему мы должны сотрудничать, был таков, что у нас есть много чего у вас поучиться, как и вам у нас. So, for the last 3 years, we have tried to get to know each other better. We have met both in Russia and in Norway. И за последние 3 года мы плотно сотрудничали, встречались как на территории России, так и на территории Норвегии. We have made presentations for each other. Мы сделали презентации друг для друга. We have signed contracts for cooperation. Мы подписали контракты для сотрудничества. But we have also tried to fight the little virus called corona. И также мы пытались побороть такой вирус, как коронавирус. Which I have to admit that has set us a little bit back. Что, как я могу отметить, немножко нас приземлило, так сказать, откинуло в планах. My own institutions was totally closed for 1.5 years. Мой институт был закрыт 1,5 года.
no students, no faculty, no employees. Никаких студентов, никаких работников, ничего. But that's history. Now we are open again. Но это часть истории, сейчас мы снова открываемся. And that's why we are here. И это потому, собственно, причина, почему мы здесь. And I'm really looking forward to continue to work with this relationship between the Russian and Norwegian universities, focusing on the north, the northern areas, the Arctic, the subarctic areas, and together focus and try to find common solution for this development. И мы продолжаем наше сотрудничество с Россией и фокусируемся больше на северных территориях и то, как решать северные проблемы северного строительства. And do what we can to have a sustainable development of this area. И делаем все, что можем, чтобы развивать эту территорию вместе. And for those of you that are curious of the network, we have a homepage, and the address is here. И для тех, кому интересно, на экране вы можете видеть ссылку, которая может привести вас к нашей презентации. And this is just a start. We want more universities within our network of Arctic Academy of Architecture. И это только начало, и мы хотим больше университетов, которые будут поддерживать и работать с нами в арктическом направлении. Okay, so that was my two first parts. So I will talk about the third one. But before I do, I will go to this man, Winston. But before I talk about his quote, I would also like to say that I have, for the last nearly 8 years, been the rector of the Oslo School of Architecture and Design. Собственно, мы закончили говорить с первыми двумя частями, перейдем к третьей, но сначала обратимся к этому мужчине, к Черчиллю. Я работал 8 лет в данной школе. Где он был ректором. Где он был ректором. And my term is finished next summer. So then I'm not rector anymore, and I don't have a job. И следующим летом у меня заканчивается, так сказать, срок ректорства этой школы, и больше я не буду там ректором. And before the period of rector, I was 20 years with the company Snøhetta. И до того, как я стал ректором, я работал 20 лет с компанией Snøhetta. As a partner and as a managing director. Как партнер и как совладелец. And as an architect and as a designer. Как архитектор и как дизайнер. Back to Winston. I think we have a lot to learn from this quote, especially academic institutions. Обратно вернемся к Винстону. Я думаю, что мы многому можем у него поучиться, особенно от этой фразы. Because I feel that failure is not an option. Потому что я думаю, что проигрыш — это не выход. And that's a bit sad, because I think you can learn actually much more from your failures than from your good experiences. Что на самом деле грустно, потому что я считаю, что ты можешь научиться большему от твоих проигрышев, чем от твоих успехов. And Winston, he is trying to define success as the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Implementing that enthusiasm is critical. И Винстон определяет то, что успех — это возможность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. I would also like to show this quote from Charles Eames, architect and designer, which is focusing on another thing which I think is critical,
And that is, the quality per se is how we are able to collaborate. И также я хотела бы обратиться к Чарльзу Эймсу, архитектору и дизайнеру, к его выражению, которое будет направлено на тот смысл, по которому мы сотрудничаем. And I think this is a lot much easier to understand if you think of a football team. И я думаю, что это гораздо проще будет понять, если вы представите себе футбольную команду. You have the best players in the world, but they cannot play together. Если у вас есть лучшие игроки со всего мира, но они не умеют играть вместе. So they can easily be beaten by a team that plays excellent together. И они могут быть легко повержены командой, которые не такие известные игроки, но умеют хорошо играть вместе. And I think more and more working in the field of architecture, landscape architecture, design and engineering is about cooperation. И я думаю, что самое главное в работе над архитектурой, над архитектурными дизайнами Это умение Это- сотрудничать. Команда. And be good at it. и быть, уметь, собственно, это делать. Хорошо. If one should say three things about Snøhetta, it could be talent, dedicated people, software, advanced technology, workshop, fast prototyping, analog and digital. Если вы хотите узнать 3 основных пункта о Снохеты, это первое — это талант, собственно, правильные и умные люди. Второе — это прогрессивные технологии. И третье — это мастерские, в которых можно быстро создать все, что ты хочешь. And I think one should not underestimate the quality of using your hands, and then not only on the screens, but actually on materials. И я думаю, что одно из важных качеств — это уметь делать что-то своими руками, не только на ноутбуке и так далее, а с помощью настоящих материалов. And at the same time, I would also like to underline advanced technology, because there's so much design, so much process, so much work, which will not be possible without advanced technology. Но в то же время прогрессивные технологии не нужно отодвигать в сторону, поскольку это то, без чего мы не могли бы сделать воплотить множество наших идей в реальность. But there is a reason why talent and dedicated people is first, because without talent and dedicated people, impossible. Но самое основное, то, что стоит на первом месте, это талант и правильные люди, потому что без них ничего бы из дальнейшего нельзя сделать. Snøhetta has liked to call it people, process and projects. Снохета любит называть это люди, процесс и проект. And I think we can add to that place. И я думаю, что мы можем добавить к этому место. Because if you are a global design company, you design projects across the world. Потому что если вы компания Мировая компания, мировая то вы компания, проектируете, пересекая границы. And place becomes extremely important. и место начинает быть невероятно важным. Snøhetta started as an office in Oslo, in Norway. Снохета началась как офис в Осло, в And the Норвегии. second was established in New York. И второй был открыт в Нью-Йорке. Somehow, strange enough, Oslo and New York looks just the same from the air. Что очень странно, потому что с такого ракурса Осло и Нью-Йорк очень похожи друг на друга. But it's not at all. Но в реальности совсем нет. Now Snøhetta has offices many places in the world, and it's been difficult to organize 340 professional people across the globe. Сейчас у Снохеты есть множество офисов по всему миру, в которых вместе работают 340 работников, архитекторов. I will talk briefly about people. Мы кратко поговорим о людях. So Snøhetta is an
worldwide brand, international, multidisciplinary project organized, but it's ordinary people. Снахет — это бренд мирового масштаба, он интернациональный, там множество дисциплин и множество проектов и сложная организация проектов, но тем не менее там работают обычные люди. It's you and I. Это вы и я. And this is the Oslo И office. это офис в Осло. At that point in time, it's a few years ago. Это было пару лет назад. But I think the focus has been, as you have to do in an academic institution, on talent. Мы хотели сфокусироваться на таланте. It's how you attract talent, and I think especially for universities today and also offices, it's extremely important to be able to attract young talent and good faculty. И я думаю, что для новых офисов самое важное — это привлекать новых талантов и чтобы они приходили к нам. And in order to be able to do that, you have to be attractive. И для того, чтобы это делать, вам нужно быть привлекательным. Because young people have a lot of choice. Потому что у молодых людей есть много выбора. And then both in a private company and in a university, you need to develop talent. И как и в университете, так и в личной компании вам нужно развивать талант. And you would like to keep the talented. Нужно поддерживать талант. Another important part, both for universities and private companies, is diversity. И другое важное правило для Снахета и для других компаний — это разнообразие. Very often extremely underestimated. Очень часто, к сожалению, очень недооценивается этот пункт. But to develop critical and extremely good solutions for projects across the world, you need people with different background. Но для того, чтобы разрабатывать проекты по всему миру, вам нужно много людей с разным Мировоззрением. From different disciplines из разных дисциплин, and from different nationalities, разных национальностей, different religions. разных вероисповеданий. Diversity is a key to a lot of creative work. Разнообразие — это ключ к тому, чтобы Создавать креативные проекты. This picture is really what Snöta is all about. Эта фотография хорошо описывает Снахету. People sitting together, focusing on their work, in teams, seeking advice from your colleague just across or in another place in the office. Собственно, люди работают в небольших командах, но тем не менее в открытом офисе. В таком случае можно легко спросить совета у твоего коллеги, который сидит рядом, или же в другом конце мира. And of course, it looks a little messy. Выглядит немного небрежно. But this is necessary mess. Но это необходимая небрежность. And this is just to show you 4 different work positions in Snöhetta. And this is the same in every office. You have a coffee machine. Nothing works without the coffee machine. И это просто 4 офиса в нашей школе, чтобы показать, как все работает. И самое главное — это кофемашина, потому что ничего без нее не работает. And you need a perfect place to gather people and give information, just there. И нужно же очень Давать информацию людям. И вот нижняя левая картинка с лестницей — это обязательное место для того,
разной информации. And you need to have a place to have lunch and where you also can have meetings. И также нужно проводить собрания. And you have a very hard worker there down right. To work fast. Делает все, что он может, чтобы работать быстро. Meaning that it's important to be together. Собственно, что я пытаюсь донести, это важно, чтобы все работали вместе. Important also to have different places with different layouts to discuss your project and challenges. И также очень важно иметь разное пространство для того, чтобы по-разному рассуждать о ваших проектах и обсуждать их. Now, briefly, I would just mention that we had peak moments. What is a peak moment? И немножко хотелось бы пробежаться, потому что у нас есть пиковые моменты. И что это такое? This is really a physical peak moment. Это физический пиковый момент. Where a group of Snøhetta people are on top of the mountain Snøhetta. И это люди, работающие с Снохетой на горе Снохета, на пике. And are very happy to be there. И очень счастливы, что они добрались до туда. Despite everyone can go there. I mean, everyone. It's hard, but everyone can get there. И любой может туда забраться. Это сложно, но любой может. But the point is, it's a celebrating moment where you have chocolate and champagne. И это момент нашего празднования, где у нас есть шоколад и шампанское. And you are happy and proud. И ты счастлив и горд собой. Together with your colleagues. Вместе со своими коллегами. And I think nothing is too small or too big not to be celebrated. И я думаю, что ничего не может быть слишком маленьким или слишком большим для того, чтобы это отпраздновать. And if you get one of these to say something nice about the others, look at what we have achieved, great work, well done, you have a good team. И если у вас есть кто-то в команде, которые могут сказать про любого другого человека, что они молодцы и чего они достигли, то у вас отличная команда. I recognize now that I speak too slowly. И теперь я замечаю, что я говорю слишком медленно. A little bit about the Snøhetta process. Немножко о процессе работы в Снохеты. From the beginning, very inclusive. Both architects, interior architects, designers, and everyone is part of the concept discussion. И это очень закрытая дискуссия нескольких архитекторов и дизайнеров, которые раздумывают над концепцией проекта. Also very important to include partners, clients in this process. Также очень важно подключать к этому процессу своих клиентов и партнеров. And these pictures looks like a summer school, but it's actually a project. И эти фотографии выглядят как летняя школа, но на самом деле это работа над проектом. And you invite the client into the workshop. И вы приглашаете клиентов в мастерскую. And you make the client work with you on the same model. И вы заставляете клиента работать вместе с вами на той же самой модели. To understand what is going on. Чтобы понять, что происходит. And we have discovered many times that also the clients are really proud of being part of a Snøhetta project. И мы узнали о том, что наши клиенты очень гордятся тем, что побывали когда-то частью Снохеты. I will run really quickly, and I don't think you need to translate through a very special field of Snøhetta, which is called R&D, Research and Development. Я очень быстро пробегусь по этому пункту и не думаю, что его нужно будет переводить.
This experience started very early in 2006 and was because we wanted to have a research agenda in the company. Develop different projects, had research funding for some of these projects, but we're too early with most of the initiatives. The market was not ready. Some of it went really far, and some of it were never executed. Now we start to translate again, because this is something really, really important. И сейчас настало время снова начать переводить, потому что это что-то очень-очень важное. Because for 15 years ago, we established a group of different actors wanting to make a building that produced more energy than it uses. И где-то 15 лет назад группа актеров попросила нас создать здание, которое бы производило больше энергии, чем оно потребляlo. So we established a company called Powerhouse, consisting of architect, consultants, property developer, developers, entrepreneurs. И мы начали такую компанию, как Powerhouse, которая подключила к себе множество архитекторов, инженеров и всех возможных работников, которые нам нужны были. And this was a result of the short period of research project that I mentioned earlier. И это также маленький результат проекта, про который я говорила ранее. In the same period of time, we were very focused on how to become more successful by working in teams. И в одно время мы все заинтересовались тем, что как стать более успешным, работая в команде. And the whole research project was all about when are we at our best. И весь наш поисковой проект начался там, где Мы думали, как делать это лучше. What do we do then when we are at our best as a team? И что мы будем делать, когда мы станем лучшей командой? But I will be happy to come back and talk an hour or two about that. I will now just go through this. Я был бы рад поговорить об этом часа два или больше, но давайте просто пробежимся по этому. Because we developed 10 creative drivers. And you can just read them here. What is important? These are drivers for being creative in a team. И сейчас вы видите на экране 10 наших основных ключей, которые мы вывели для того, чтобы команда оставалась дружной, работающей и прогрессивной. And we made cards to describe the 10 different drivers. И мы создали карточки, которые описывают все эти 10 ключевых моментов. And believe it or not, liberating laughter is a very important creative driver. И верите вы этому или нет, но смех — это главный двигатель нашей работы. And there's a lot of laughter in Snøhetta. И в Снохете очень много смеха. And a lot of being together. И много времени провождения вместе. The creative work became a book. И данная креативная where работа everything is described. Стала книгой, в которой все описано. So what was the outcome of the R&D in Snøhetta? Собственно, то, что стало результатом в Снохете. Actually the same as it is for universities. You get strategic networks. На самом деле то же самое, что и в университетах. Вы первое — это стратегические Связи. And if you want to be ahead of the game and that's what you want,
Если You вы, have to focus on this. и если вы хотите быть успешным в этом деле, то вам нужно сфокусироваться на этой части. Because as a university, you want to be a front runner, and you want to be a front runner as one of the best companies in the world. И как и для университета, если вы хотите быть лучшим университетом в мире, так и для компании. Now I suddenly went backwards. Projects. Проекты. How long are we going on? Should I continue? Продолжаем? Okay. The company was established in 1989 when they won a competition, worldwide open competition in Egypt. И компания была образована в 1989 благодаря одному конкурсу в Египте. So this is the old harbor in Egypt, world famous old harbor in Egypt, and the red dot is a prestigious site owned by the Alexandria University. Это самая, мировая известность в Египте, и красной точкой обозначено место Александрийской библиотеки. And the university in Alexandria, they donated the site to the library. И Александрийский университет сделал взнос для того, чтобы организовать этот конкурс. Every time Snohetta makes a competition, it's made out of a concept. And the concept for the library in Alexandria is the first microchip. И каждый проект Снохеда начинается с концепта, и концепт для этой библиотеки был микрочипом. It's extremely small, the library is extremely big, but they have the same purpose. Он очень маленький, но библиотека очень огромная, но у них есть очень важный Общий фактор. And here it is. I spent many years of my life, 13 years of my life with this project, and I lived 1 year in Egypt. И вот данный проект, я потратила на него 13 лет и жил 1 год в Египте. I will show you the pictures and not talk so much about it, but it's the largest, I think, one of the 10 largest libraries, in the world. И, The 7th. And have the largest reading room in the world. и позже я покажу еще немного больше фотографий, но вообще эта библиотека входит в 10 самых больших библиотек в мире, и там находится самый большой читальный зал в мире. And are constructed in a way that you have a lot of light inside the library, but no direct sunlight. И данная библиотека разработана таким способом, что в библиотеке очень много света, но нет прямых проходящих солнечных лучей. I will show you a small video of the project. Покажем вам небольшое видео по проекту. There is sound if we have. Там есть звук, если подключить.
let's see. We were a team of 11 who made this project. Мы команда из 11 человек, кто сделал этот проект. With architects, landscape architects, interior architects, and furniture designers. Архитекторы, ландшафтные архитекторы и дизайнеры интерьера. So everything is designed by us. All the architecture, all the landscape, all the furniture, all the light fittings, everything. So it's a classical, old-fashioned architecture commission. И все, абсолютно все разработано нами, начиная от мебели и заканчивая ландшафтной архитектурой. Так что это такой классический дизайн. And we also worked with the artist who made the outer wall. И мы также работали с художниками, которые сделали это. This project made Snøhetta world famous. Этот проект сделал Снохетту известной во всем мире. And we thought that we were going to get commissions all over the world and be rich. И мы думали, что на нас посыпется много приглашений со всего мира, и мы станем богатыми. Very quickly. Очень быстро. But it didn't happen. Но этого не случилось. But we received a lot of invitations to competitions, and we received a lot of awards for the project. Но мы получили множество приглашений для других конкурсов и множество наград за данный проект. And maybe this is one of the most prestigious awards for the library in Alexandria, the Aga Khan Award for Architecture in 2004, which we received from the Indian president in India in 2004. Самая значимая награда, я думаю, за данный проект, который мы получили в 2004 году от президента Индии. But after 10 years, we won another competition. Но через 10 лет мы выиграли другой проект, другой конкурс. And this time it was in Oslo. И в этот раз он был в Осло. The National Opera and Ballet House in Oslo. Национальный дом оперы и балета. Again, an open international competition. Опять же, в открытом всемирном конкурсе. In Alexandria it was more than 600 entries. В Александрии это было больше, чем 600 участников. In Oslo it was the half, around 300. И в Осло было примерно наполовину меньше, около 300. And again, this opera house is a concept. И опять же, этот дом оперы есть And a имеет piece of концепт. art. Это часть искусства, и это главная And the концепция. reason why it's a piece of art is that the building code will not allow this project. И самое главное это то, что самое главное в этом части искусства это то, что нам сначала не разрешили делать этот проект. Because the roof that you can walk on is too steep to be a public plaza. Потому что крыша, по которой мы задумывали, что люди могут ходить, она была слишком крутая для того, чтобы ее так использовать. But since it's a piece of art, it can be that steep. Но из-за того, что это произведение искусства, мы могли ее все равно оставить. So you see no fences, no stairs. You can go directly from the project into the sea. Поэтому вы можете не видеть никаких лестниц и ограждений, и вы можете пройти ровно с данной крыши в море. Which would not have been the case if it was regulated by the building code. Что было бы, не нужно, если бы нам все-таки разрешили ее так использовать. And the reason why it became like this is that the government bought this site from the city. И причина, почему это случилось так, то, что правительство выкупило этот участок у города. And even though the government has some money, they bought a very small site.
И несмотря на то, что у правительства есть деньги, они купили очень маленький участок. So we decided to give the whole site back to the city by actually just lifting the whole site like this and put it an opera house under the site. И тем самым мы решили сохранить все равно этот участок для города, и поэтому мы просто решили поднять ландшафт и сохранить саму возможность хождения там. So that is the concept. And the concept is also to be hard on the outside, protecting the house from the harsh Norwegian winter and climate, and get inside to a warm, welcoming wooden interior. И одним из концептов также было то, что данная крыша защищает от холодного норвежского ветра, и внутри нас встречает такой теплый деревянный интерьер. And give you the impression of music instruments. И дает вам Впечатление музыкального инструмента. And some excitement that this is where you are going to enter into the main stage. И небольшого волнения по поводу того, что это то, где мы будем заходить на главную сцену. Again, everything is designed by Snohetta, both furniture, lighting, outside, inside, everything. Также все разработано с Нохетой, начиная от мебели, заканчивая освещением и вообще всем. In very close cooperation with artists all over the place. В очень близком сотрудничестве с художниками и мастерами по всему Осло. So, for instance, the toilets are designed by the Icelandic artist Olafur Eliasson. И также, например, туалеты и санузлы разработаны известным исландским мастером. And this is also a compact opera house where you have workshops and stages and practice rooms in the same building. И также это очень компактный дом оперы, там есть также мастерские и залы для тренировок и репетиций. And I think I would also like to underline that we had an extremely good cooperation with the users of the opera house, the dancers, the musicians, the singers, the technicians, in order to make a good house, a good working house. И также, чтобы сделать этот дом оперы постоянно работающим, там могут тренироваться танцоры, певцы, музыканты и все возможные работающие там люди одновременно, и тем самым это получается такой, как рабочий дом. And this is also the most advanced opera house in the world. И это также самый продвинутый оперный зал в мире. Also, the stage is designed by an artist. Также сцена Была создана художниками. It looks like aluminum, but it's actually fabric. Выглядит как алюминий, но на самом деле это ткань. By an American artist. Американский. Yeah, she's there, and now I couldn't remember her name. I'm so sorry. Это она на фотографии, но, к сожалению, не помню его имя, очень извиняюсь. But it's truly impressive what she has done, because it looks like this and it's completely flat. Но я очень рад и горд тем, что она создала, потому что это выглядит как пространственная какая-то вещь, но на самом деле это очень... это все плоское. I'm sorry for the bad picture, but I wanted to show you, it's not my picture. I found it on the net. Just to show you that there is also concerts inside which are projected outside, so people can actually see the show for free. Извиняюсь за плохую фотографию, я просто нашел ее в интернете, это не моя фотография, но я также хотела показать вам то, что иногда шоу показывают снаружи, и люди могут прийти и посмотреть его за бесплатно, сидя вот так вот на крыше. So you have 1,500 people inside who has bought an expensive ticket, and you have 3,000 people outside who didn't pay nothing. И также у нас есть
1500 человек внутри, Которые купили дорогие которые, билеты. да, купили дорогие билеты, и тем самым еще 300 человек снаружи, которые не заплатили ничего. Again, a bad picture, but this is also a little bit about what it is for Norwegians to go on top of a building, like climbing a mountain, which is what we like to do. Опять немного плохая фотография, но она показывает то, что это очень важно для норвежцев. Вот так вот заходить на крышу, это как будто бы ты входишь в гору, заходишь. And it can be used for many things. Not really allowed. Не совсем это разрешено. The Opera House has also received a lot of awards, maybe the most prestigious, the Mies van der Rohe Award in 2009. The house opened in 2008 after 8 years of hard work. Также это Дом оперы и балета получил очень много наград, и самой престижной была данная награда, которую мы получили в 2009 году после 8 лет упорной работы. So I think it also explains that architecture is a very slow trade. I spent 13 years with the project in Egypt, and I spent 8 years with this project. И я думаю, это также показывает то, что архитектура — это достаточно медленная работа, потому что я потратила 13 лет на проект в Египте и 8 лет на проект в Осло. Together in the Snöter team. I'm going to show you now a series of projects which have come after those two big official projects. И также я хочу показать вам другие проекты, которые шли после тех двух огромных и достаточно известных проектов. In 2001, something extremely difficult happened when two passengers flights went into the Twin Towers in New York. В 2001 случилось такое трагическое событие, как два пассажирских самолета врезалось в башни в Нью-Йорке. It shocked the whole world. Это шокировало весь мир. I was there just after the hit, and it was not to believe at all. Я был там почти сразу после трагедии, и это что-то очень невероятное в плохом плане, и то, что ты не можешь поверить. Downtown Manhattan looked like this. Даунтаун в Манхэттене выглядел вот так. We won this competition because they wanted to make a peace center and a cultural building and a lot of different multifunctional houses and high-rises on the site after the 9/11. Они организовали этот конкурс для того, чтобы создать мемориал, посвященный этой трагедии 9 сентября. 11 сентября, простите. And it was made a master plan for the area. И они освободили пространство для данного проекта. At that time, with the Freedom Tower, it's not called the Freedom Tower anymore. В то время это была башня свободы, но сейчас она так не называется. It's now Tower number 1. And you can see our project in the middle there, a small little strange house, which is actually
the lobby for the Memorial Museum, which is underground of the Memorial Park. И здесь в центре вы можете видеть наш проект, дом такой странной формы, что является как бы входящим холлом в мемориал, посвященный этому. So again, a very collaborative project where we work with the other architects. We were not the architects for the museum and not for the park, but for the building, the lobby building, which is also the center for the people left behind of all the people died. More than 2,700 people died. И мы работали с множеством архитекторами, мы не работали над самим парком и самим мемориалом, мы работали только над вот этим входным лобби, и там погибло очень много людей, поэтому было важно создать что-то очень стоящее и... So a very small building in a very big city, on a very big site, but at the same time an extremely important building for very many people. Очень маленькое здание на очень большой площади, в очень большом городе, но это здание невероятно важно для очень многих людей в этом городе. And as you know, the footprints of the towers, the twin towers, has been made into waterfalls and are truly impressive. Как вы знаете, отпечатки от этих двух башен были переделаны в фонтаны, и там установлены водопады, которые действительно восхищаются. It's designed by the American architect Brody Bond. Это Дизайн американского архитектора Броди Бода. Another place in New York, we have an office in New York, so we are doing a lot of work in New York. This is Times Square. Итак, другая работа в Нью-Йорке, так как у нас есть там офис, мы участвуем в множестве конкурсов и делаем много работы. Это Таймс-сквер. We won a competition where we actually closed off quite a bit of Broadway. Мы выиграли конкурс, в котором мы создавали бульвар. To make this space, which are visited by 40,000 people every day, чтобы разработать это место, которое проходит 40 тысяч человек каждый день. a little bit more nice. Сделать его чуточку получше. So our project was actually to close off a street, make a new pavement and put in benches and make it nicer for people to be there. Ну, смысл нашего проекта был в том, чтобы поставить туда побольше лавочек и создать более уютное и удобное место для людей. And I show you the renderings because they are more controlled than just taking pictures there. It's not so easy to make pictures on this place. И я покажу вам рендер наших проектов, потому что там очень сложно сделать фотографии, чтобы все было видно, поэтому показывается рендер. I'll also show you another competition from the US, the SF MoMA, the biggest modern museum in America. And this was a short movie that was made for the competition. And I have to tell you that these movies are made to sell. Сейчас покажем другой фильм о проекте тоже в Америке. И очень важно, чтобы он был со звуком.
this museum was an extension of the Mario Botta project, and didn't really have a site, but it was squeezed in the back. But it's 11 floors of exhibition, and it's one of the few, and I think art galleries which are so many floors. Это самый большой музей современного искусства в Америке, Сан-Франциско. Нам была выделена совсем маленькая площадь для этого, поэтому мы решили пойти ввысь, и здесь находится 11 этажей выставочных залов, что, собственно, которые зажаты между высокими зданиями. There's a lot of wind in San Francisco, and this project is supposed to show a little bit how the wind is actually forming shapes around San Francisco and the Bay Area. В Сан-Франциско очень много ветра, поэтому данный проект показывает то, как ветер формирует формы внутри, самих зданий и других форм. And it has an extremely large collection of modern American art, mainly owned by one person, namely Bob Fisher. И в данном музее представлено огромное количество экспонатов современного искусства, именно американского. И в основном всем этим искусством владеет один человек, Боб Фишер. Should we continue? Are you tired, or should we stop? Должны мы продолжить, или вы устали, или нам остановиться? I have some more projects if you want. У меня есть больше проектов, если вы хотите. I'll continue. I'll go a little faster. It takes more time with translation, but it's needed. Мы продолжим. You are very clever, so it's not a complaint. I will go to Saudi Arabia. We won a competition in Saudi Arabia for Saudi Aramco, the Saudi Arabian oil company. They wanted to celebrate their anniversary, 75th anniversary, and invited architects to design a cultural building for them. Следующий проект был разработан по случаю 75-й годовщины. Они хотели разработать проект в честь этой даты. And we had a big discussion in the office if we should at all design something in Saudi Arabia, because it's a, how should I put it? It's a special country with Sharia laws and when human rights, and there's a lot of issues which we thought was difficult, but we decided to do it. И мы решили, что каждый должен поработать над этим проектом, потому что арабские страны очень сложны и своей культурой, и правами для женщин, и всеми возможными факторами, но мы решили за это взяться. So we made this concept, which is this strange Roman arch. И мы взяли за концепт такую странную романскую арку. Saying that everyone is equally important. Собственно, смысл которой в том, что каждый, абсолютно каждый одинаково важен. So if you remove one, everything will collapse. Если вы уберете одну деталь, то все развалится. So if you take away the women, if you take away the Jews, or if you take away the Indians, or if you take away, it will collapse. We need everyone. Если вы уберете женщин, если уберете евреев или индийцев, то все развалится. So how to develop that into a building? Собственно, как разработать это в здании? Well, just make houses of those pieces. Что ж, сделайте просто дома из этих кусочков. So this is the contribution, and the ideas for how to develop this project. Это конкурс и идеи для того, как разработать этот проект.
based on those ideas. основанные на данном концепте. And here you see the reason why we are on this site. This is the lucky well number 1. It's the first place where Saudi Arabia found oil. И, собственно, вы можете видеть, почему нам дали именно эту площадку. Это первое место, где нашли нефть в Саудовской Аравии. And it's a huge complex of theater buildings, exhibitions, cafes, theaters, cinemas, libraries, research. There's a park with a lot of, gardens, and so on and so forth. Собственно, это большая компиляция всех возможных кафе, театров, выставок, кинотеатров даже, возможно, парков и всего возможного. And when you do a competition like this, you think no one will ever build anything like this. И когда вы устраиваете такое мероприятие, такой конкурс, то вы никогда не думаете, что кто-то сможет построить такое. And this is just inspirational buildings, images for how the facade was organized with tubes, cooling tubes. И это просто картинки, которыми мы вдохновлялись, и то, как разработаны фасады. And as you can see, we won the competition and they decided to build it. И, как вы видите, мы выиграли данный конкурс, и они решили это построить. And it's a huge building. Very huge building. И это огромное здание, очень огромное. And now, after the Opera House in Oslo, we have several opera houses, other places. I show you very quickly before I end my talk, showing you what is the most important part for Snøhetta these days, and that is sustainable architecture. Many of these projects are before climate change. Library was not part of climate change. The Opera House even came exactly when the climate change was up, but it was programmed before. But all the projects after 2000 and 2010 has been focusing on sustainability. I think we really don't need to, you can translate this, but you don't need to translate what I will show because I will go quickly through it. I will just say where it is. Собственно, после Дома оперы в Осло мы также создавали еще множество других заказов по операм. И на проектах после 2010 года мы постарались концентрироваться на самостоятельных домах, то есть это время, когда климатические изменения начали прогрессировать не в лучшую сторону. И дальше я не буду переводить, поскольку там будет просто называться местоположение проектов. Okay. So this is the Opera House, the competition we won in Korea, in Busan, in South Korea. And the client was very specific that they wanted an opera house where you can walk on the roof. We don't know where they got that idea from. Again, a selling video to win a competition. Am I blind? You move your hand away from mine. I'll take it as a sign that you're any less than mine. Oh, it doesn't move me to be cold. It doesn't lessen my hope. You know our time and all. Oh, let it unfold. I won't leave it untold. The feeling goes on and on.
in my head. You tell me things you've never said, and I choose to forget. I take the good and leave the rest. Oh, the illusions getting low, and you don't answer when I call. I would have given you it all. Out of sight, out of mind. It doesn't mean you're not mine. The feeling goes on and on and on. Thank you. The Busan Opera House is soon to be finished. I will show you another opera house, the Shanghai Opera House, which is being built as we speak. Again, I just show you the competition movie. Did it start? Yes. And again, this is not really to show the architecture, but it's to make the client excited. Let's see. И опять же, это не для того, чтобы больше показать архитектуру и так далее, а для того, чтобы заинтересовать и заволновать клиента. So I will skip a few projects if I'm able to. This was
again, a project in Saudi Arabia where we were asked to design a research center, an educational center, and it should be an extreme focus on sustainability. And this was quite a few years back, and it was a huge challenge. Again, it's to make the client excited. So you know, it's not really opera music. It's not really, you know, it looks more like a Tivoli. But here again, it's quite instructional to understand why this proposal is this proposal. Sorry for being so long. It's okay. Собственно, этот проект был разработан пару лет назад, опять же, в Саудовской Аравии. Это образовательный центр, центр для поиска различных научно-исследовательский центр. И, опять же, дальнейший видеоряд и так далее будет для того, чтобы привести в восторг клиента, нежели показать более архитектурную составляющую. So again, it's a video. Our very existence on planet Earth is made possible by our proximity to the sun. Without the sun, there would be no atmosphere, no water, no life, and no culture. Life on Earth has evolved in perfect adaptation to global and local conditions. Our recent industrial history has allowed us to ignore our ultimate dependence on the sun and on the Earth's climate. CAPSARC will be a powerful symbol for a new focus on sustainable, energy-efficient development. The challenge facing us today is to develop building designs that will respond closely to our environment. Our design has been directly informed by the Riyadh climate in two ways. A new iconic structure takes its form from the specific sun paths over the site. These lines give form to a large heat shield, which provides protection from the worst of the sun's heat. Beneath the shield, there is a core of constant shade, which has been carved to suit the times of day, when the sun is at its most intense. This core volume forms the occupied space of the research center. The resulting facades provide a high degree of daylight penetration with no direct solar gain. The shield also supplies free energy to drive the building's chillers, as well as radiating excess heat to the night sky. The research center represents our future. Its iconic form will be clearly visible from the highway and from the air. The remaining buildings take their cue from local solutions. We have looked to vernacular architecture for hard-earned knowledge that is so well suited to its environment. Traditional buildings in the region make use of massive, solid walls to provide shade and to soak up the heat of the day. At night, the heat radiates off, keeping the internal temperature at an acceptable level. In some cases, they are partially or completely buried to reduce exposed surface area and harvest cool underground temperatures. If we look to nature, we can see how local flora and fauna have adapted to the conditions, finding a foothold in areas of shade or in surface depressions where water and cool air can be found. We intend to reinforce the existing site topography and make the most of the shade and moisture in a man-made wadi. The library, conference center, exhibition center, and musalla are located in a new courtyard at wadi level, along with a range of pleasant squares and gardens. A very real sense of place with a human scale is created around the base of the research building, where staff can meet under the sheltering dome of the sun.
the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center will be a symbol for how we can approach the future in a culturally significant and environmentally sustainable way. Never being built because we did not win the competition. Zaha Hadid won this competition. К сожалению, мы не выиграли этот конкурс. Хадид выиграл этот конкурс. Snøhetta is a mountain, and this is Snøhetta. Это гора Снехета. And I just want to show you some smaller projects where we are in this area working with digital solutions. This is a model in a computer. As you can see, it's a 3D model, and it could be really easily adapted to this sky, which are working hard inside the workshop to produce physical evidence of the drawings in the computers. Я бы хотела показать более мелкие проекты, над которыми мы работаем в нашей среде. И также вы могли видеть 3D-модель на предыдущем слайде, и которая в дальнейшем переходит к данному маленькому работнику, который показывает это на примере уже в реальности. So this is a view center for viewing deer in Norway. Это центр наблюдения за оленями в Норвегии. And we asked the boat builder to make the interior design, use the same software, same files. И мы попросили работника, который строит корабли, сделать нам интерьер с теми же инструментами, которыми он обычно работает. Just a larger robot. And on the truck, to the empty shell, here's the viewpoint. Open for everyone. You can go there as you like. There's a possible fire to light up, and you can sleep there if you want. Затем на грузовиках мы это доставили в место для наблюдения, и это открытое место, куда может прийти любой человек. Можно даже там предположительно развести огонь и даже спать, если вы хотите. And here is Snøhetta celebrating. И это команда Снехеты празднует. Chocolate and champagne. Шоколадом и шампанским. Someone looking out and others looking in. Одни смотрят изнутри, а другие смотрят вовнутрь. I will quickly go through a very special museum in France. Я немножко пробегусь по очень важному музею во Франции. A cave system that was found just after the Second World War by 3 young boys. Система пещер, которая была найдена почти сразу после Второй мировой войны 3 маленькими мальчиками. Never discovered before. Ее раньше никто никогда не открывал, не находил. The most fantastic paintings on the wall. И самые фантастические рисунки на стенах. They closed the caves many years ago because they were about to disappear, the paintings. Too many people, too many, you know. И несколько лет назад эти пещеры закрылись, потому что рисунки на стенах начали исчезать из-за того, что там большая проходимость, много людей. So they wanted to make a one-to-one copy of the cave. Они хотели создать копию 1 к 1 данных пещер. And put it in the same landscape, И but as a professional museum. поместить это в такой же ландшафт, но как профессиональный музей. And this is in Lascaux. Это в Ласкоре. Lascaux in France. Во Франции. They used professional painters to copy
all the paintings. Они попросили профессиональных художников скопировать все рисунки с пещер, Made panels создали такие панели, that are 3D printed. которые распечатаны на 3D принтере. Snøhetta made the architecture, Снохета разработал архитектуру. and the combination of architecture and paintings it's an amazing result. I really urge you to go there if you get the possibility. И таким соединение архитектуры и рисунков просто замечательно, и я вам рекомендую сходить, если вы когда-нибудь там будете. So you see the interior, which is thousands of years old. И вы можете видеть интерьер, которому 1000 лет. And the exterior, which is modern architecture. И экстерьер — это современная архитектура. This is another museum, which I will jump over. Это тоже еще один музей, который мы пропустим. While showing you some pictures from a restaurant called Under. Покажу вам несколько фотографий из ресторана, который называется Под водой. One of the most nicest things of being an architect is when it comes a crazy client. Одна из самых интересных частей работы архитектором это то, когда к вам приходят сумасшедшие клиенты. This client wanted to make a restaurant under the sea level. Которые рассказывают вам о том, что они хотят создать ресторан, который находится под уровнем моря. And these pictures are from when we tried to convince him of doing it. И это фотографии того, когда мы пытались отговорить его, чтобы это делать. Still from this is renderings, not pictures. Рендеры, не фотографии. Still renderings. This is pictures. А это фотографии. This is also pictures. Это тоже фотографии. And this is pictures. И это фотографии. So you can actually visit this restaurant and have a dinner under the sea, looking at the fish, having the fish looking at you. И вы на самом деле можете посетить этот ресторан и посмотреть на рыб, пока они смотрят на вас. And we also designed the visual identity and the furniture, the light fixtures, everything is designed by Snøhetta. Также все разработано Снохетой от мебели и до освещения и вообще все. This is a stage for an opera, for a jazz festival, which I will not talk about. Это сцена для оперы, для джазового фестиваля, но мы ее пропустим. And then I just wanted to mention that there is something in Norway called the Tourist Road Project. И я бы хотела упомянуть о такой вещи в Норвегии, которая называется проект туристической дороги. Small projects in Norway where tourists are visiting special viewpoints or special installations, or most of the time old things which are in the landscape, but there's no infrastructure to receive the tourists, like kiosks and toilets and parkings and stuff, so on and so forth. So these projects are initiated by the government to make it more feasible to have visitors. И этот проект был создан правительством для того, чтобы помочь туристам пребывать в более комфортной среде, когда они посещают какие-то ландшафтные известные места, на которых нет парковок и туалетов, но теперь они будут. And I just wanted to show you the smallest project of Snøhetta, which is a fountain for a cat. И я бы хотела вам показать самый маленький проект Снохеты. Это питьевой фонтанчик для кошек. I mentioned earlier in my talk the cooperation between these partners making sustainable buildings. We started off with an existing office building outside Oslo and transform an old office building using all existing material and make it into a building that produces more energy than it uses. И также, как я упоминал ранее, мы командой нескольких компаний создаем проекты самостоятельных домов, которые вырабатывают больше энергии, чем они потребляют. И это один из первых таких проектов. Мы превратили старый офис в новый
такой проект. And using known and well-used technology together with photovoltaic energy, like this. И также мы использовали всем известные и уже давно проверенные методы получения энергии, такие как солнечные панели. And maybe most importantly for the project, a very, very serious user. You know, the people renting the place really wanted it to work like a building that produces more energy than it uses. И что самое важное, что люди, которые арендуют это здание и работают в нем, хотели, чтобы оно действительно работало на то, чтобы вырабатывать больше энергии, чем оно потребляет. Sorry. So that was a transformation. This is a new building. You saw this image earlier on also. This was a rendering. This is the picture. Собственно, вы видели предыдущую фотографию раньше. То был рендер, это фотография. So this is a large mixed-use building, mainly offices, also producing more energy than it uses. И это здание с смешанными функциями. В основном там находятся офисы, и оно также вырабатывает больше энергии, чем оно потребляет. Mainly because the energy is produced by the sun, and smart technical solutions make this possible. И, собственно, что помогает этому быть возможным, это также потребление солнечной энергии и других вещей. But basically, pretty ordinary office building. Но в основном снаружи и внутри выглядит как обычное офисное здание. You cannot see that this one is producing energy and the other ones are not. Но вы не можете видеть, что одно здание производит энергию, а другое нет. Similar building in another city. Похожее здание в другом городе. And you will see that the most specific part of this is to shape the roof so you get sun electricity. И самое специфичное в этом здании – это форма крыши для того, чтобы получить как можно больше солнечной энергии. Let me see. And the same program or same group has also made a proposal for a hotel very close to a glacier in the middle of Norway called Svartisen. И также похожий проект с той же компанией мы выполняли его. Это отель. Он находится в Норвегии. And again, it's the same principle that you need the best requirements for harvesting the sun's energy. И опять же те же требования, что вам нужно найти оптимальную форму и расположение солнечных панелей для того, чтобы осуществить саму концепцию здания. And here also it's important to see that the footprint should be as small as possible. И также вы можете видеть, что как бы отпечаток и форма. Where the idea is that you could remove the whole thing. Собственно, они должны быть маленькое соединение с землей, площадь соединения, для того, чтобы ты мог в любой момент это все убрать. Quite easily. Очень легко, чтобы это можно было сделать. So where the building meets the ground is just a few points. Собственно, место, где земля соприкасается с зданием, это всего лишь пару точек. Here. I will just show you then different types of these kinds of buildings. This is a house. И также покажу вам разные типы таких зданий. Вот, например, это просто дом. Private house. Частный дом. I'm not able to move. Оно не перелистывается. Again, please. Еще раз. Again. Еще раз. These are the same types of projects where the energy is coming from solar panels. Это тот же тип проектов, когда энергия потребляется из солнечных панелей. Again. Дальше. Again. Дальше.
Again. Дальше. SNOHETA also produces cabins for mass production in massive wood. Также мы производим такие небольшие дома для массового добывания дерева, чтобы там можно было We're оставаться. going into an end here now. Again. Можно дальше? Again. And also in tough conditions, we make very small projects. И также в сложных местах мы делаем очень маленькие проекты. Up in the mountains. Again. В горах. Again, this is winter time. Hard to find the cabin then, but it's there. Это зимой, очень сложно ее найти, но она там находится. Again, and this is maybe the smallest project for the most inhabitants. И это также, скорее всего, один из самых маленьких проектов для наших маленьких друзей. So SNOHETA designed B-cubes. И нам дали задачу разработать Again. пасынок. And again, I will finalize my long talk and give you a small impression of the life in the office of SNOHETA. И для того, чтобы закончить мой длинный рассказ, покажем вам небольшое видео работы, как протекает работа в SNOHETA. One of the interesting aspects of SNOHETA is that we have experienced our work in different parts of the world, different regions, different countries. And there's a wonderful and rich dialogue that can grow between these places. We work really as a sort of unified idea, but we find different experiences and different qualities that we're able to bridge or share between these locations. And that's part of what the experience of working with SNOHETA is, that you're experiencing a larger idea of human culture rather than a very specific or very narrow view of cultural ideas and ideologies. SNOHETA Design is a multidisciplinary design group. Both graphic designers, interior architects, and landscape architects coming together and basically sitting down together with the client, getting their input and their information in an intensive day, creating a concept, an idea that's the core of their new image, their new brand. The workshops in and of themselves are a lot more casual than an average meeting. They're not a workshop where you sit in only a meeting room. We break out into smaller groups and we create things in the workshop that's very hands-on. It's a little bit more relaxed. People are laughing and smiling, and they're using the tools that we have here in order to create these concept models in which we would present to the whole group after. I think in the beginning they might be a little surprised that we're getting out of the meeting room and coming into the workshop and getting a little bit dirty to start to cut wood or cut plastic and assemble some materials together to create this object that might represent their new visual identity. I think it really sparks an interest in their own way of thinking about themselves or their company. We're explorers here in many ways. Each day that when we come to work, it's an exploration. We're exploring different ideas, different attitudes, and we're coming to terms with the conditions of the things that we make. Good exploration requires teamwork, and it requires directness, and it requires good knowledge of the conditions that you're within. So in many ways, we deal with our projects, with our sort of endeavors in a way that brings dialogue and promotes dialogue between different groups of people. The workshops themselves allow you to throw out a lot of ideas in these groups where sometimes where the client might not know what is involved in coming up with the initial concepts or just the basic design process that as designers and architects we're sort of understanding that's our work is the design process. So it's fantastic to include them within that process.
and to show them the initial concept sketches and concept models without looking at a final product. Thank you. Sorry for keeping you so long. Извиняюсь за то, что это заняло так много времени. Мы можем сделать 10-минутный перерыв и потом продолжить. Как насчет такого варианта? А потом вопросы-ответы. Да. Пожалуйста, внимание. После Ули очень трудно держать доклад. Понимаете, это не будет интересно вам, но я буду быстро делать, чтобы не тратили время. Но я хочу сказать, значит, я главный инженер губернии Финмаки Тромсо, работаю там 28 лет, почти 30 следующий год, да. Моя специальность – это дерево. Я приехал в Норвегию из Югославии, я работал в заводе, который готовили на из дерева. Почти мы делали 100 тысяч квадратных метров домов на год и получил там большой опыт. Получил работу у губернатора, где работа была проектировать фермы. В Норвегии 95% жилых дома из дерева, а 95% фермы из металла и бетона. И я сказал, надо что-то делать с этим. Когда говорилось, что мои фермы все будут построены из дерева, мне смотрелось очень скептично. Это было очень трудно. У Норвегии, вы знаете, это самый высокий дом, который в мире построила компания Moelven. И Moelven, она в Скандинавии имеет монопол. И она тоже делает конструкции за фермы. Эти конструкции, трешарные арки, самые дорогие. И когда вы пользуете такую конструкцию, вы не можете с ценами конкурировать и бетон и металл. И я думал и придумал новый тип конструкции. Я очень горжусь с этим, потому что эти трешарные арки, они 1000 лет и больше, чем 30 лет пользуются. Я сделал новую конструкцию, которую возможно пользовать на расстоянии до 30 метров. Это очень ничего уникального, но уникально, что это первый раз в мире это будет сделано. Когда будем говорить с этим конструктором, надо говорить о этим деталям. Сейчас не буду говорить об этом, но получилось сделать. Все расчеты сделали, они контролировали все, и начали мы делать презентацию. Я ехал в целом мире, говорил об этим конструкциям, всем по анализу, но все были скептики. Я спросил Moelven, можно сейчас пойти на эту разработку, чтобы они строили такие конструкции. Но они сказали, пожалуйста, нет, у нас есть наша конструкция, не будем готовить твою конструкцию. Тогда компания из Северной Швеции, Martinsons AB, я обратился им, и они сказали, да, давай делаем. После этого началось производство таких конструкций, и фирмы начали строить. После 10 фирм, которые построили мы, Moelven звонит меня, пожалуйста, можем мы строить твои конструкции? Но я сказал, конечно, что может, это доступно, но цена надо быть на этом уровне. Мои конструкции 2 до 3 раза дешевле, чем Moelven. И после этого получилось, что конструкции из дерева и деревянные фермы дешевле, чем и бетон и металл. Но это не было легко.
Значит, каждый проект я сделал все. Значит, я не архитектор, но я сделал архитектуру. Я нет делал вентиляции, делал все, значит, проектировал до спецификации материала. Я не знаю, понимаете, что значит спецификация материала? Это самое важное, это самое ответственное. Когда вы сделаете, потому что я работал на заводе, у меня был большой опыт этого. И я, когда делаю спецификацию материала и все расчеты, понимаете, тогда отправляю заводам, значит, Мартинсонс Муэлвен, разным заводам, чтобы получил цену. Цены балки и кленового бруса в мире, она одинакова. Как балка, но как конструкция по-другому, понимаете? А когда вы делаете эту конструкцию, значит, все эти балки, вы знаете, сколько кубных метров в этом, тогда вам не могу сказать, что эта конструкция стоит только, вы знаете сразу, сколько она стоит. И так мои коровники 2 раза были дешевле, чем другие. Но как сейчас фермы, которые целое время строили из бетона и металла, им продать такую идею, коровники строить из дерева. У нас тоже был большой проблем. Строительный Советский Союз конец 90-х годов стал. Никто не инвестировал. Губернатор спросил меня, ну что нам делать? Как это? Я сказал, давайте я сделаю. У меня есть идея, заберем со собой фермеры, бюрократы, банковные чиновники, значит, банки, которые финансируют эти проекты, и сделаем поездку по Европе. Я подготовил все эти путешествия в Европе, смотрели только фермы, построенные из дерева. Я чуть-чуть обманул, я им говорил, в Европе строится только из дерева, понимаете, а там тоже делались из дерева и из бетона. И когда мы в каждом месте, там все из дерева, понимаете, что такое, а у нас такого нет. Вернулся назад, эти бюрократы и банкиры со фермерами были вместе, было очень социально, значит, пили водку вместе, и было легче, значит, это не так, что бюрократ-фермер постоянно, значит, фермер мог звонить этим бюрократам и банкирам, чтобы им помочь делать заявки, получить кредит. Я со своей стороны делал все, подготовил, и все спецификацию делал. Значит, это как индустриальный объект. И все спецификации в каждом метре. И до начала проекта, когда инвестиция, фермер знал, сколько стоит этот проект. И поэтому я получил доверие. Первый проект был самый важный. Получился лучше, чем что мы думали. Значит, все серьезный фермер был, банки финансировали, и очень хорошо получилось. После первого проекта, ну, это было один за другой. А после этого один фермер спросил, могу я ему проектировать круглую ферму. Круглая ферма – это… Я не живу на севере, я живу возле Какуле, на северу, в Арктике, за Полярьем, и там есть у нас коренный народ сами. Вы знаете, у них есть чум, у вас тоже есть чум. Я хотел тоже, чтобы сделать тоже такое, чтобы архитектура фермы подходила тоже окружающей среде, значит, там. И один фермер сказал, ну, я хочу построить, если кто-то может проектировать. И он искал 2 года, кто будет проектировать, никто ему не мог проектировать, и связался со мной. Я сказал, я никогда в жизни не проектировал круглой ферме. Ну, давай, я возьму 1 месяц, попробую сделать идею. Если получится, ты будешь заплатить, если не получится, бесплатно. Я работаю в государстве, понимаете, я дали неделю, не дали, я получаю свою зарплату в государстве. Ну, слава Богу, получилось. И я хочу сейчас показать вам этот фильм, который сделали русские журналисты, потому что я держал доклады в России начало 2011 года с разными университетами строительства из России. Я их приглашал в Осло, чтобы они смотрели, и что мы делали вместе, чтобы популяризировали дерево, и чтобы понимали компетенция по дереву и России, как в Норвегии. Сейчас в мире очень мало людей, которые есть компетенции по дереву. Поэтому тоже с ассоциацией по деревянным домам
Я сотрудничаем, помогаем все специалисты из Европы, им отправляю, которые бы держали доклад. Дерево очень, это будущий материал. Вы знаете, сейчас мы говорим о климате, чтобы это все получилось, нам надо думать. И в этом два направления. Значит, строительство, 40% от всех отходов, это строительство, иначе нам надо что-то делать с этим, значит, строить из дерева и других материалов. Как Уля показала своим проектом, вы видели, там Powerhouse в Норвегии, эти 4 дома, которые производят больше, чем пользуют. Раньше было активный, пассивный дом, помните, ведь все это все новые стандарты, и каждый стандарт ищет больше и качественной квалификации специалиста, архитекта и строителя. Так сейчас не надо, нелегко быть архитектом. Смотрите, как выглядит. Чтобы взяли больше солнца, эти панели, эти объекты надо поставить так, и чтобы было больше площади, чтобы поставилось так. Иначе архитектура будет совсем другая, чем сегодня. И нам задача это подготовить наших студентов за будущее. Без этого не будет ни хорошего будущего у нас. Поэтому я сейчас покажу это опыт, который у меня есть по этим фермам, который хочу поделиться с вами. И посмотрите, что в ферме, значит, это напрямую. Значит, одно, что я говорил, другое, что писали и телевидение показало, а третье, что сами фермеры, которые участвовали в этом проекте. Можете пускать этот фильм. Да, ну давайте первый посмотрим эту конструкцию. Давайте, это маленький, как выглядит конструкция чума в ферме из дерева. Это проект, это два молодых человека, которые нет фермеры, нет фермер семьи. Значит, опыта никакого нет. Она пермахер, он электрикер. Но хотел остаться в деревне. 29 метров.
а высота 14, значит, пятиэтажный дом. И они думали, что делать? Уехать в город, который 60 километров от них, Тромс, или остаться? Но остаться работы нет. А в город там 5-6 миллионов квартир стоит. А мы сделали это дом и работу, дом и ферму, стояло 5 миллионов. Понимаете? 270 квадратных метров квартира на 2 этажи и на первом этаже ферма. Поэтому сейчас будет интересно смотреть на это. Очень было трудно. А на конец года они развелись. Звонит ночью, она жена уехала. Проект не готов, они получили финансирование. А в Норвегии это нет как у штата. Понимаете, риск у вас, скажет, у вас закончилось все конкурс, в Норвегии надо вернуть деньги. Значит, до конца жизни надо платить назад деньги. Невозможно сказать, я готов. Нет, надо платить. И я сказал им, ну давайте, что с вами? Ну, я понимаю, любви нет, но надо, чтобы проект закончился, или будете бедны целую жизнь. И он очень хорошо договорился, но мы сделали. И они сделали. И сейчас они соседи, у его другая семья, у ее другая семья, очень хорошо сотрудничают. Это проект уникальный, и социальный, значит, социальный феномен, как и строительный. Можете фильм сейчас пускать. День начинается в 6 утра. Если мы дома оба, то на ферму идем вдвоем, где работаем примерно 1,5 часа. Завтракаем, отправляем в школу детей, немного прибираемся и потом снова идем на ферму. Ведем различные работы, обедаем. Работы то ветеринар приедет, то отел идет, то что-то помыть, прибрать нужно. Потом снова домой. Около 5 часов ужинаем, а потом снова на ферму. Это такой распорядок дня на зиму. Летом гораздо больше работы. Зимой 5-6 часов работы в день. Иногда заканчиваем в 7, полвосьмого, в 8. По-разному. Быстрее все проходит, когда мы вдвоем. Если я утром одна прихожу, то на 2-2,5 часа больше работаю. На хозяйстве нас работает 2 человека. Я вместе со своим мужем Руны. У нас 5 детей. У нас уже 3 внуков. Самому старшему 27 лет. И если нужна помощь, то они нам, конечно же, помогают. Сама я большей частью отвечаю за коров, а Руны отвечает за землю, корм, технику. Мы не совсем из фермерской семьи. У Руны в семье держали несколько овец, но опыта ухода за коровами не было. Но познакомились мы в аграрном колледже. Наше хозяйство, скорее всего, возьмут в свои руки внуки, поскольку мы еще лет 15 работать будем. Мы вместе с женой работаем на ферме, поэтому у нас 100% все под контролем. У нее есть еще и другая работа. На ферме она со мной по вечерам и в выходные дни. По идее, с фермой может справиться и один человек, но это будет большая нагрузка и будешь уставать. Когда я один работаю, то выходит, наверное, где-то 7 часов, а вдвоем 5 или 6 часов в день. Я знал многое о фермерстве, практически вырос на ферме, но в детстве стать фермером я не планировал. А стать фермерами мы решили, потому что хотели жить здесь, в этом маленьком поселении, а не в городе. Мы хотели, чтобы наши дети росли здесь, на природе, со всеми ее плюсами. А если ты хочешь жить здесь, но не хочешь работать в школе, то выбор невелик. Поэтому мы решили начать свое дело, построить ферму и обеспечить себя работой. Мы также создали собственный бренд и получаем больше прибыли от этого. От местного сообщества мы получили огромную помощь, и это характерно для таких маленьких поселков. Мы часто помогаем друг другу. В Норвегии не так мало таких мест, где люди связаны друг с другом. Фермерство в Норвегии традиционно семейное, и на сегодня здесь сформировалась уникальная форма управления малыми мясными и молочными производствами, основанная на взаимодействии кооперации и государства. Обстоятельно Норвегия подходит и к проектированию. До 2010 года в Норвегии 90% фермерских проектов осуществлялись правительством. В каждой губернии были офисы, которые занимались проектированием животноводческих ферм, а семейная ферма является традиционной для Норвегии. Стоит добавить, что в конце 90-х годов в Норвегии не было инвестиций в сельское хозяйство.
хозяйства. И прогрессивные управленцы, и правительство, прежде всего в губернии Финмарк, стали организовывать экскурсии фермеров в Евросоюз с целью изучения опыта и внедрения лучших сельскохозяйственных идей у себя. Ветеринария, услуги банков, локальное муниципальное управление и многое другое. Результат – в сельское хозяйство потекли инвестиции. Депрессия фермеров в Финмарке пошла на спад. Чтобы построить сельскохозяйственное сооружение, например, ферму, можно получить дотацию до 30% от государства. Кроме этого, дотацию на каждый литр поставляемого молока, а также дотации на земли, которые мы обрабатываем. За каждую 10-ую часть обработанного гектара мы получаем определенные субсидии. Все эти дотации дифференцированы. Чем севернее находится ферма, тем выше дотации, потому что условия для ведения сельского хозяйства все суровее и суровее. Есть еще дотации от государства на небольшие фермы, но Норвегия прежде всего поддерживает небольшие фермерские хозяйства. И если у тебя свыше 50 голов, то ты не получаешь эти дотации. Есть государственная программа, которая обеспечивает фермеров деньгами для найма рабочей силы. И мы используем эту программу, если возникает необходимость. И также в Норвегии есть система на случай, если фермер заболеет, которая обеспечит его наемным трудом. Однако фермер должен сам найти наемных работников, а в этой местности есть только 3 фермы, поэтому довольно сложно найти человека, который всегда был бы готов поработать на ферме, если кто-то заболеет. Поэтому мы во многом полагаемся на семьи. И я думаю, это является нормой во всем мире. Фермы семейные, и помощь в основном оказывается родственниками. Когда нет беременных коров, я работаю здесь 3 раза в день от 5 до 7 часов в день. Отпуска у нас обычно летом, потому что коровы летом выпускаются на вольный выпас в горах. А если нужно уехать в другое время года, мы делаем это по очереди. Один уезжает, другой остается. И семья нам помогает. Цель сельского хозяйства – полностью обеспечить потребности страны в сельскохозяйственных продуктах. Сегодня фермеры полностью обеспечивают страну молоком, а вот мясной продукцией только на 40%. При этом существует очень жесткая система ограничений по квотам на производство. Величина квоты определяется исходя из площади сельхозугодий. Поэтому 2 главных регулирующих механизма – это квоты и концессии, то есть сдача государством земли в аренду. Организовать бесперебойную поставку молока на переработку при большом количестве его производителей удается за счет объединений и в кооперативы. У фермеров очень важная социальная нагрузка. На одного фермера приходится 7 работников сферы услуг в общем по Норвегии. Это ферма по молочному производству. В общей сложности здесь около 150 молочных животных, из них 65 дойных коров. Мы производим примерно 500 тысяч литров молока в год. Рацион животных примерно 35% это комбикорм, 65% грубый корм. Мы производим здесь молоко. Молоковоз приезжает 3 раза в день и забирает его. 70% нашего молока перерабатывается на обычное питьевое. Оставшаяся часть идет на производство кисломолочной продукции. Этим роботом мы пользуемся уже в течение 6 лет. Он себя прекрасно проявляет. За все время он останавливался только 1 раз и совсем на короткий период. А так он работает бесперебойно. И качество молока, которое мы получаем, на высоком уровне. Наша ферма довольно технологична, и у нас есть возможность просто из дома посмотреть с видеокамер, что происходит у нас на ферме. Помимо этого, наш доильный робот имеет систему сигнализации. И если что-то происходит не так во время дойки, нам поступает звонок, и мы приезжаем сюда, чтобы проверить. Например, если прошли 3 коровы, и они были не подоены, нам тут же поступает сигнал об этом. Нас 3 фермера. Например, моя ферма находится в 300 метрах отсюда. У второго фермера в 1 километре, у третьего 2 километра. То есть нам требуется максимум 5 минут, чтобы приехать сюда. Для нас, как инвесторов, как фермеров, которые тут собирались работать, основной целью было построить ферму максимально высокого качества и наиболее функциональную, но за минимальную цену так, чтобы дешевизна не окупалась за счет качества. В итоге мы получили вот такое хорошо функционирующее фермерское сооружение, которое очень себя проявляет, особенно в условиях нашего холодного климата. У нас 50 коров, а вместе с молодняком 120 голов. Здесь только красная норвежская порода. Это самая распространенная порода в Норвегии. Она хороша как для производства молока, так и мяса. В среднем 1 корова дает 30 литров молока в сутки. Если смотреть за год, то это 9-9,5 тонн. Была у меня корова, которая давала 65 литров молока в день. Годовой рекорд – 13,5 тысяч литров молока. Племенная работа ведется, но не я здесь непосредственно занимаюсь этой работой, а по породе красная норвежская этим занимается специальная ассоциация, и я в сотрудничестве с ними.
Я работаю столько же, но у меня в 2,5 раза больше кост, поэтому у нас здесь больше рабочих мест. Как вы видите, у нас есть наемные работники. Таким образом, я сделал что-то полезное для местного сообщества. В этом здании много внутреннего пространства и много воздуха. Животные чувствуют себя лучше, они дают больше молока, потому что воздух тут чище. Я рад, когда животные чувствуют себя хорошо и на работу ходить приятно. Мы выбрали именно этот проект, потому что эта круглая ферма имеет ряд преимуществ. Например, когда вы стоите в центре фермы, вы видите всех животных одновременно. Эта конструкция на 15% меньше стандартной прямоугольной постройки, то есть более рационально используется внутреннее пространство. Также это означает снижение затрат на строительство. Например, нужно меньше бетона и так далее. Есть возможность разделять ее на секторы, например, на 16 секторов. Так что очень легко перемещать животных с одной на другую стороны фермы. Мы построили эту новую ферму 5 лет назад. Количество дойных коров у нас по-разному, от 50 до 60. Когда строили, большую часть работы делали сами, поэтому в кредит нам пришлось брать не очень много. Поэтому на сегодня у нас хорошо обстоит финансовая ситуация, уже сегодня мы зарабатываем. Что касается производимого молока с одной коровы, то в среднем этот показатель у нас составляет 10 300 литров молока в год. И у всего нашего поголовья скота очень мало заболеваний. Товарооборот у нас здесь составляет 4,3 миллиона норвежских крон в год. Ну и понятно, что примерно половина идет на покрытие всех наших расходов и половина наш доход. Я думаю, что через год, после того, как была построена наша ферма, мы уже начали работать на прибыль. Все эти фермы семейные. Это люди, имеющие образование в области сельского хозяйства. Иногда на фермах проходят практику студенты из России, в частности, студенты сельскохозяйственного техникума в Архангельске. Такая стажировка стала возможна благодаря сотрудничеству между нашими странами. Согласились бы вы обучать молодых российских фермеров, если они приедут к вам на стажировку? Да, согласились бы. И если быть честным, то не знаю, в любом случае это дополнительная работа. Особенность этих ферм – строительный материал. Все 5 построены из дерева. Установлено высокотехнологичное оборудование. Обслуживают фермы всего 1-2 человека. Как правило, это муж и жена. У этих проектов есть ряд важных преимуществ. Во-первых, их относительная дешевизна. Чтобы добиться этого, необходимо было найти и поставщиков дешевого строительного материала, часто за рубежом, и недорогую рабочую силу, и получить специальное предложение по ценам на оборудование. Таким образом, каждая ферма – это результат сотрудничества компаний из разных стран, где предложение было выгоднее всего. Это дает возможность инвестировать в производство. Кроме того, каждый из этих проектов сразу рассчитан еще и на увеличение производства в несколько раз. При этом выгодные особенности кредитования в связке с увеличением производства позволяют не снижать качество продукции при ее растущем объеме. Идея встроить дом в ферму возникла потому, что он обошелся в 1/5 стоимости отдельного здания той же площади. Конечно, есть и определенные проблемы. Проблема со звуками, мычанием коров и проблема запаха. Насчет запаха. У нас есть вентиляционная система на ферме и в доме. В доме давление выше, чем на ферме. Это снимает проблему запаха на 90%. Что касается оставшихся 10, то в 2 комнатах у нас немного пахнет. Но это из-за того, что мы не герметизировали их надлежащим образом. Так что скоро мы будем вновь проводить герметизацию и после этого, несомненно, окончательно избавимся от запаха. Да, и мне нравится там жить. Да, я слышу мычание коров, но мне так спокойней, потому что я уверена, что они в порядке, и я услышу, если на ферме с коровами возникает какая-то проблема, поэтому да, я рада, что могу их слышать. До момента постройки нас было 3 отдельных фермера. Мы решили объединиться и построили эту ферму. Мы сделали ставку на строительство несущих конструкций из клееной древесины по нескольким причинам. Во-первых, клееная древесина более пожароустойчива в сравнении с остальными материалами. Во-вторых, это, конечно же, вопрос экологии, так как древесина – это наиболее экологичный материал. Ну и в-третьих, когда внутренние конструкции сделаны из дерева, в таком здании чувствуешь себя комфортно, здесь более благоприятная среда. Этот проект просто восхитителен с точки зрения экономики. Это здание позади нас стоило не более 8 миллионов крон. И это было достигнуто путем покупки строительных материалов и всего остального за рубежом, не в Норвегии. Приблизительно, но не факт, все эти материалы обошлись бы нам в 20 миллионов крон, если бы мы покупали их в Норвегии.
Ну, во-первых, новые требования к фермам, которые появились, а также робот, также благополучие животных. И я уже не могла работать на старой ферме, потому что у меня болели плечи. Ниджат был единственным человеком, который был готов спроектировать для нас круглую ферму. Он единственный отнесся к идее позитивно, остальные восприняли ее отрицательно. А Ниджат очень позитивно воспринял эту возможность, и мы были очень рады. Мы выбрали проект Ниджада благодаря этому уникальному дизайну. Это здание не только хорошо выглядит с эстетической точки зрения, но и интерьер тоже важен. Внутри здания нет колонн, ничего для поддержания крыши, поэтому мы можем распоряжаться внутренним пространством по своему усмотрению. Он очень красив с эстетической точки зрения. Это деревянное здание, а деревянные дома являются традиционными для Норвегии. И еще я хотел, чтобы эта ферма была комфортабельной, чтобы было приятно видеть ее каждый день до конца моей жизни. Мы очень плотно работали с 2006 по 2008 годы, то есть с начала проектирования до момента переезда, когда мы перевезли сюда наших животных. Ниджат оказал нам очень большую помощь, даже больше, чем мы ожидали получить. Особенно мы были удивлены приятно, когда он смог снизить стоимость всех строительных материалов для строительства этой фермы. Мы вместе много работали над проектом, и я очень доволен. Могу сказать, что результат гораздо выше моих ожиданий. Если говорить в целом о заработке фермера, то он в среднем чуть ниже среднестатистической зарплаты норвежца. Но в нашем хозяйстве зарплата может быть различной и зависит от того, насколько мы хорошо занимаемся своей фермой. На сегодня мы делаем это довольно успешно, и наша зарплата в отношении средней норвежской несколько выше. Каждый из 3 владельцев-работников получает примерно 400 тысяч норвежских крон в год. Для строительства этой фермы мы взяли заем, но этот заем на 20 лет. Помимо этого кредита на строительство у нас идет постоянное инвестирование в развитие производства. Постоянно нужно покупать какое-то оборудование, тракторы и так далее. В 2000 году она обошлась нам в 8,5 миллионов норвежских крон. Прибыль стала больше на этой ферме, так как у меня больше расходов, ведь эта ферма больше, и от каждой козы можно получать больше молока. Прибыль выше еще и потому, что у нас теперь есть возможность производить мясо. Все бизнес-планы говорят, что старая ферма давала около 1 миллиона крон без учета налогов в год, а новая будет давать около 3–3,5 миллионов крон в год. Важно то, что теперь можно сказать, что ферму можно строить из дерева и не дороже, чем из бетона и металла. Этим самым можно добиться хороших результатов. Все фермы красивы и из природного материала. Норвегия отличается прежде всего экономическими возможностями. Стабильность экономики и благоприятный инвестиционный климат дают большие возможности для строителей и проектировщиков. Что касается личностных характеристик хозяев семейных ферм, то это люди, безусловно, очень серьезные и серьезно относящиеся к своей профессии. Здесь, в Арктике, быть фермером сложнее, здесь холоднее, и это вызывает много проблем. Конечно, у нас в Норвегии есть Гольфстрим. Мы сейчас на широте 70 градусов. И, может быть, климат можно сравнить с 60 градусом северной широты в России. Однако растительный сезон очень короток, и когда он начинается, то весны нет. Зима напрямую переходит в лето, и растительность начинает бурно расти благодаря тому, что солнце не заходит и ночью. Но норвежским фермерам, живущим на севере, необходимо в 2 раза больше земли для сенокоса и пастбищ, чем фермерам с юга страны, так как мы собираем только 1, может 1,5 урожая. Так что, чтобы прокормить всех наших коров, нужно 400 гектаров земли, а на юге Норвегии хватило бы 150. Это свободная жизнь. В Норвегии фермер – это землевладелец, свободный человек, который может работать и сам решать, что ему нужно. Конечно, норвежский фермер имеет не такой уж высокий доход, от половины дохода рабочего на заводе, но зато очень приятно вести независимый образ жизни. Ты все время работаешь лишь на себя, а не на кого-то еще, и это очень важно для нас. Это больше стиль жизни, чем работа. Все владельцы нашей фермы в 4-м поколении фермеры. Хотели бы вы вернуться на старую ферму? Нет, спасибо.
Спасибо. Это фильм на 2 сайта. Чуть-чуть меньше, чем 1 миллион. Посмотрела его. Это очень, очень хорошо популярный фильм за сельскохозяйственный. Здесь есть акцент на дерево, но вы посмотрели, что они довольны, значит, проекты получаются, они зарабатывают деньги. Наконец сказали, что может построиться ферма из дерева. И в 2010 году сказали нам, государство больше не будет заниматься проектированием. Так я остался без работы. А губернатор был очень доволен со мной и сказал, он не ждет за тебя, всегда есть здесь работы, ну, пожалуйста, ты выбери, или будешь как частный работать, проектировать фермы, или будешь здесь у нас. Но я сказал, я хочу быть государственным человек, понимаете. Тогда был координатор между Норвегией и Россией по сельскохозяйственным проектам, один, который ходил в пенсию, он был 70 лет. Это по государственному надо ходить в пенсию. И я получил быть координатором между Норвегией и Россией по сельскохозяйственным проектам. И я курировал эти проекты в России. Ну, получился один проект в Владикавказе, нет, другого нет. Но, смотрите, мы делали платформу сотрудничества со строительным университетом. И они приехали к нам, в Норвегию, смотрели на объекты, которые мы, и начали сотрудничество по конструкции из дерева. Так было, я участвовал и в дебатах, участвовал и в форедрагах, участвовал в дискуссиях, помогал им, приезжали они к нам. Но увидели, что строители – это второй. Значит, первый, когда заказчик приезжает, он приезжает к кому? Архитектор. Если архитектор, он сделает архитектуру бетона или стали, не будет дерева. Поэтому начало у меня идея, думаю, давай сейчас со строителем надо с архитектором сотрудничать. И я перезвонил Оле Густавсону, корректору, спросил его, может ли он участвовать в этом. Слава Богу, он сказал, да, такого человека, понимаете, получить у своей компании, чтобы сотрудничество между Норвегией и Россией было на этом уровне, это благодаря ему. Любит Россию, очень хороший человек, специалист, очень большой нетворк в мире. Я могу сказать, когда он держит доклады, значит, до короны, то в Питере на Сесбегасу, Мархи, где были еще, это полный зал, студенты места нет. Я очень рад, что я могу стать таким человеком и помогать, и показать, и хочу, чтобы Россия пользовалась компетенциями, которые у нас есть. Значит, приезжайте к нам, дружите с нами. У нас есть, значит, очень много хорошего сделано из дерева, и у нас есть традиция, и сейчас у нас самый высокий дом построен. Дайте презентацию. Смотрите, это профессоры с разных университетов в России, которые участвовали в сотрудничестве. И у них каждый год 3-4 раза приезжали в Норвегию и смотрели. Мы ездили в завод, который строили эти фермы, и в Швеции, смотрели там, что они делают, и получали очень большой опыт. Значит, раньше, но начало 1800 года, да, чтобы, значит, территорию знакомили, сказали, что это ваше, потому что границы тогда не было, надо было построить церковь. Значит, эта церковь этой страны, и это что значит, это земля норвежская. 98 года я решил остаться в этом маленьком поселку или столице с 6 тысяч людей и купил дом. Они сказали, что такие дома не перспективные. Это двухэтажный дом с 2 квартиры, но очень узкий, понимаете. И я купил и делал ремонт, реконструкцию. После этого такие дома было 112. После этого, когда я сделал своим домом это,
Все другие покупали сви. Понимаете, это были брошенные дома, они построены в 60-х годах, и сейчас все делали ремонт и сделали такие опыты. Значит, это все сделали, это локальная архитектура, и смотрите, у нас зима, а это ферма. Смотрите, что это доска. Значит, в каждой ферме это доска. У коровника очень большой конденс. Коровы производят очень много воды, и когда металл и бетон, это проблема со здоровьем на корову. Сразу начали применять коровы мокрые и получают легкие, и очень много. В этим коровникам, значит, больше, смотрите, что она сказала, больше, чем 10 тысяч килограмм или литров молока на год одна корова дает, понимаете? Больше, значит, экономика, лучше здоровье и, конечно, легче работать в таком коровнику, чем тоже нас слали в целый мир, отправляли, значит, отправляли нас, я был одну неделю на университет Корнелл штата, и там они нас, там могу сказать, что это получило очень-очень большой опыт, сказали, что концентрация аммониака в коровниках очень много. Поэтому воздуха надо быть достаточно. Вы знаете, вы когда заходите в маленький коровник, сразу чувствуете запах коровника. В таким помещениях, где высота 12 метров, 6 метров, 10 метров, нет запаха. Понимаете? Есть достаточно и хорошая вентиляция. Как, смотрите, люди, значит, это большая часть этой сферы работы делают сами фермеры. И мне надо помогать и контролировать это, сколько они ставили на место. Смотрите, это коровники. Дерево. Значит, дерево, если времени, оно темнеет. А надо, чтобы был цвет коровнику. Значит, это рабочая среда, поэтому мы красили белым краском. Смотрите, как красивое дерево. Наш король Норвегии каждый год у нас приезжает на рыбалку на север, сонг ловит. И у него есть ферма, он производит тоже молоко. И он слышал, что есть модерная ферма, и он хотел посмотреть. И он был на моей ферме, посмотреть. Это очень... С другой стороны, губернатор и мэрия, значит, они, мэр города, каждый коровник, который я проектировал, они участвовали в открывании и сделали народные мероприятия. Так. Я хочу показать тоже, это пионер, он пионер высоких дома. Значит, первый проект, который высоких дома, это был создан от этого человека, который архитект из Рамстад, из Осло, мой друг, а другой человек это заместитель директора компании Мартинсон. Приехал посмотреть эти коровники. И смотрите, значит, 2010 года начал Баренц дом. Значит, Баренц секретариат – это организация, которая сотрудничает между Норвегией и Россией. Они хотели построить самое высокое здание, чтобы был это памятник отношения между Норвегией и Россией. Это на границе с Россией, из дерева. Но не получилось это сделать, потому что муниципалитет не имел достаточно денег и не могли построить. Но эта идея не закончилась. Тогда начался строить это другой дом, который самый высокий дом. И для меня, значит, это два человека, Реф Рамстад, Руне Абрамсен, он конструктор, сейчас он директор Муэллен, это который сделал концепцию высоких домов. Он конструкцию, а он с идеей. Это Баренц дом, это который была только идея, не закончилась никогда, но тогда нашли концепцию конструкции, как это конструктивно решить.
Это самый высокий дом, 85 метров, Бурундал. Прошлый 2019 года была у нас визит из архитектора-строителя у Блумендалу, и я организировал, и они жили 2 ночи и спали в этой гостинице. Это совсем чувство, когда не только посмотрите, но только тоже, когда вы можете там почувствовать, как выглядит. Это все детали. Ну, спасибо, все. У нас есть еще немного времени для того, чтобы задать вопросы и послушать ответы. Я предлагаю там какой-нибудь микрофон включить для того, чтобы могли подходить люди, задавать вопросы. Вот где-нибудь вот. Да, Нина Васильевна, пожалуйста. Есть? Отлично. Нет. Оля Неджат, огромное спасибо за ваш визит, за вашу работу. So thank you so much for your visiting and for your job. Оля, потрясающие работы представили сегодня нам. You showed us the amazing artworks that you do. Неджат, у нас тоже в Красноярске появились объекты из клееной древесины. Не знаю, организаторы запланировали ваш визит туда или нет, но у нас впервые появилась огромная деревянная клееная арка пролетом 100 метров. 100 метров. Это стадион, он носит название Енисей. Не знаю, будете вы там, не будете, но она, клееная древесина, действительно просто потрясающе красиво. Просто потрясающе красиво. Вот, и мне еще хочется сказать, все идеи, с которыми вы приехали сюда, они наши идеи. Мы вас очень хорошо понимаем. I also want to say that all of the ideas that you brought here, it also in our ideas too, because we understand you really well. Я почти уверена, что наше сотрудничество будет очень плодотворным. Спасибо. I'm sure that our communication will be the incredible. А у меня все-таки вопрос. Не высказывание, а вопрос. И вопрос к Оле Густавсону в первую очередь. И вопрос такой. Как меняется архитектурная профессия вот в последние несколько лет? Какие изменения происходят и как должно реагировать архитектурное образование на эти изменения? How does the architecture as a job developed in previous several years, and how does that affect to the way the people educate this profession? Well, that's a very good question and a very big question. I think as my presentation showed, the focus for just one company like Snöhetta has changed dramatically during the 20 years. Очень хороший вопрос, очень объемный вопрос, и я думаю, видно, что даже компания Snöhetta очень сильно поменялась за последние 20 лет. And I think there's two major changes, two reasons for these major changes. And that is the digital tools that we have and climate change. И два основных принципа, которые поменялись и которые повлияли на все эти изменения, это появление новых технологий, которые позволяют
больше всего делать, и также изменение климата. And I think Snöhetta as an institution was very early on ahead of the game. И я думаю, что Снохета как институт гораздо более продвинута в этой сфере. So the knowledge we developed together with the university in Trondheim, but it was not really asked for. И те знания, которые мы разработали в нашем институте, они достаточно новые и новаторские, но особо про них никто не спрашивал. And I think I can also say that during my soon 8 years as a rector of the Oslo School of Architecture and Design, it is the students which are provoking the direction for new architecture and focus on sustainability. И побыв ректором 8 лет в школе, я могу сказать, что основным направлением изменения являются студенты, которые направляют нас на то, чтобы менять наше мировоззрение и влияют на будущее. So I think I have to give the students a big hand for actually moving the field of architecture much closer to the direction of sustainability than both practice and at least the institutions. So I think there is obviously a close collaboration between practice and education, but I think actually the students are, at least in my institution, the ones that are driving the projects and the focus for sustainable architecture ahead of the game, actually. И действительно студентам нужно передавать как таковое управление, потому что им нужно получать больше в этом опыта и в устойчивой архитектуре. И также, чтобы они этому набирались и направляли последующее течение архитектуры далее самостоятельно. If I may, last comment. Faculty, I think, is a little bit afraid of what is going out when sustainability is coming in. And I don't think that is the way to see it. Sustainability has to go through everything. So that is what's happening now. И также последнее, что хочется добавить, что устойчивая архитектура — это то, что должно влиять на все здание и все направления в целом, а не являться каким-то отдельным звеном. Там микрофон за. Добрый вечер. Присоединяюсь к словам благодарности. Спасибо за ваш визит, спасибо за интересную информацию. У меня два вопроса. Первый вопрос — это Коле. Какое ваше отношение именно вот к древесине? То есть, как вы думаете, это материал вообще, заменит, материал будущего, он заменит сталь и бетон, либо, это как модный тренд, и он со временем уйдет, канет в лету? И второй вопрос у меня. So the first question is that what do you think about the wood as a material of the building? Maybe it's the material of the future, or maybe it's just a trend that is going to go away in some in some time. Well, I'm not sure if I understood the question, but my opinion about what I think about wood as a building material. Yeah. That's a good question too, because I think wood has, for the last maybe 15, 20 years, changed a lot. And I think also the industry has, how can I put it? I think the industry is old-fashioned.
there's a lot more opportunities with wood than the industry is actually supporting and developing. And they are actually letting us as architects, as students, doing the development for them. At least I can say for the Norwegian wood industry is maybe now a little bit coming up to terms, because I see that the solutions now presented in Nedjad's projects and other projects which are coming up in Oslo, but it's going very slowly, too slowly, and it's a fantastic material. But again, the building industry is slow, the support change is slow, everything is slow, so it's not going in the urgent pace that we actually need this development to happen. And also, I see, for instance, in Norway, which are in many ways a sustainable society, recycling of wood, it doesn't really happen yet. We give up from all the sites, building sites in Norway, there's coming wood, and it's taken out of anyone's hands, so it's not coming back again. So it's going to be transformed into something else, and it's not necessary. Many of those things. So there could be a whole industry developed in way of reusing materials as is. And we tried to show in the first project, the first PowerPoint. I'm sorry, no translation. I got a little eager there. That's okay. Собственно, за последние 15-20 лет материалы, только начали полноценно использовать дерево в новом строительстве, в современном. И все это протекает очень медленно, потому что индустрия деревянного строительства зациклена на каких-то старых идеях и вариантах строительства из дерева, и финансирования от государства очень мало, чтобы продвигать эту индустрию. И в целом в будущем все больше студентов начинают использовать дерево в своих постройках, и таким образом дерево никуда не уйдет, а, возможно, перетрансформируется во что-то более новое. Okay. But I think this is part of a very human reflex, because we can see things coming. You know, we see that it's coming, and it's coming, and it's coming. We don't do anything, and it's coming, and it's when we get it in the face, then we do something. And it's like anything in the world. But now we have it in the face, so we are doing stuff. And again, I would just admire all the architects which are really working hard with this, and some have been doing it for a long time. And again, especially our students are pushing this now in the right direction, and things are happening. So that's a good thing. Thank you for the question. Также это происходит во всех сферах, когда вы думаете, что вот сейчас что-то произойдет, оно продвигается очень долго, а потом вы это видите, и только потом начинаете с этим что-то делать, так же, как и продвигать деревянное строительство в индустрии современного строительства. И также студенты наши больше всего сейчас начинают часто задействовать дерево и тем самым продвигать это в будущем, ускорять процесс вот этого продвижения дерева в строительстве. И спасибо вам большое за вопрос. У меня второй вопрос Неджиту. У нас сохранились такие устойчивые стереотипы по поводу того, что древесина клееная — это очень горючий материал, о том, что содержание клеев, то есть убивает его экологичность. То есть я часто слышу эти вопросы, я интересуюсь очень этой темой, поэтому для меня это вопросы понятные, я знаю, как на них ответить. Вот эти же вопросы я хочу задать и вам, то есть чтобы вы сказали, как хороший, как специалист, который
авторитетный специалист, разрушили все наши стереотипы по поводу горючести, по поводу неэкологичности материала из-за содержания формальдегида. Уле попробовал вам ответить и сказать, что сейчас проблема, значит, компетенции недостаточно, индустрии недостаточно. Понимаете, не хватает этой динамики, что я сделал вопрос, чтобы дерево было конкурентно и было в таком пользу, как бетон и металл. Это очень трудно. Я говорю, специалиста нет, нет завода, нет, поэтому проблем. Но дерево, значит, ситуация сейчас какая есть. На первом месте я хочу сказать, значит, государство Норвегии и России самые важные интекты, доходы из нефтегаза. Понимаете? Значит, с одной стороны, наш жилищный стандарт зависим от нефтегаза. Но это деньги надо пользоваться, с другой стороны, пользоваться больше дерева, больше таких дома, которые производят больше энергии, чем, понимаете, чтобы эту планету делать баланс. Мы не можем отказаться сразу сказать, ну не будем больше газа, нет, когда, понимаете, это процесс. Но значит, это деньги надо сделать, чтобы в эту индустрию, чтобы больше строилось дерево и пользовался. Но чтобы все это случилось, надо компетенции, надо учителя, профессора сделать компетенцию, чтобы пользоваться этим материалом. Потом студенты. А мы сейчас с этим, значит, нашим докладом или с нашей встречей мы хотим вас пригласить, чтобы вы посмотрели своим глазам, понимаете, как своим глазам это и чувствовали, что вы сказали, как жить в таких домах. Приезжайте в мой дом, понимаете, дерево, понимаете, это совсем другое. Это совсем другой жить в доме, который построен из дерева. А совсем другой, когда металл и бетон. Вы слышали, что они сказали? Нам удобно. Но они не сделали, понимаете, у них не хватало денег, и они не сделали себе, как это надо технически, потому что у них компетенции нет. По чуть-чуть запах и то все. Но дерево можно пользоваться. Город Шелефту один поселок, который называется Бигдуслюм, там завод, который работает 480 человек, а в поселку живет 370 людей. Понимаете? Это все стереотипы, которые мы говорим, завод надо быть в городе, в севере Швеции такое. Это Мартинсон. Я хочу вас, когда в следующий раз пригласить вас, посмотреть не только эти строительный объект, но как это все производится, понимаете? Чтобы вы видели целый процесс. Значит, они сделают так, 70 километров радиуса, все лес убирают. Значит, никакие транспорта большие, покупки леса, понимаете? Значит, экологически 100%. Значит, в самом узком кругу получаю лес. И все из этого делаю. Конструкция, все из дерева. И построили сейчас очень, я не знаю, сейчас они готовы с этим Сара культурный центр, понимаете, который 30 тысяч квадратных метров площадь. И это там мосты, дома, все из дерева. Поэтому, чтобы человек чувствовал, надо зайти. И когда я со своим строителем из России, знаете, с каким он энтузиазмом после этого ходить своим студентам. Это надо сделать. Значит, первое надо учителя, профессора взять со собой, посмотреть, чтобы они получили, понимаете, и передать своим студентам. А платформу между университетами это сейчас тоже может подготовить, чтобы было, значит, не опыта между учителями, профессорами и студентами. Это самое важное. Без этого нет будущего. Спасибо большое. Надеемся на сотрудничество, посмотреть ваш дом. Спасибо. Сейчас, извините. Очень был интересно. У меня хотелось спросить такую вещь. Когда смотрел вашу презентацию, обратил внимание, что у вас есть элементы безбарьерной среды. Насколько я знаю, с 2004 года у вас есть государственная программа
устойчивость и равные возможности. И недавно был принят четвертый пакет документов. Вопрос следующий. Как вы учитываете условия безбарьерной среды по принципу универсального дизайна с учетом вашего климата? Да. So, how do you, how do you how do you take into account your designing some features and the climate? How do you combine them, design and climate? Design And climate. climate. Again, a very good question. Thank you. I think 30, 40 years ago, we said that form follows function. And today, in at least the powerhouse projects, you can see that form follows sustainability, because it's so important that the buildings are adapting to the best climate conditions possible to be able to function as a good building or to be sustainable at all, and especially when it comes to energy. But to be sustainable is so much more than just being energy efficient. It's also about materials that were talked about here, reuse of materials, and also, I think, much more now than before, we think about the whole life of a building. And that's why I think also that we need to develop a lot more how we put the building together, because we know that we will have to take it apart at some point and take it apart in a sustainable way. It's like electric cars. The first electric cars were just cars with an electric motor. So now the new modern electric cars, you can actually change everything there. But if you try to take a building from the 80s or the 90s apart, you see that most things are glued. You cannot separate different materials. You cannot redo nearly anything of it. And I think that will be the new buildings, the new sustainable buildings, that you can actually take them apart and reuse most of the different elements that a building is put together with. But then we as architects and landscape architects and designers, we have to think like that. Otherwise, it won't happen. And that's why I also showed the hotel in Svartisen, where that hotel can be taken apart and put up somewhere else, which is a lot more sustainable than many other buildings. And there's a long way to go. There's a very interesting Canadian architect which decided to make his project only in wood. We need more architects like that. Спасибо вам большое за вопрос. Несколько лет назад мы говорили о том, что форма следует за функциями, за назначениями, но сейчас же мы говорим о том, что форма следует за устойчивостью. И, собственно, сейчас мы разрабатываем устойчивые дома таким образом, чтобы мы могли их разобрать и переиспользовать их части в любом направлении. Как, например, взять дома из 80-х, но вы не можете их разобрать, потому что они там все склеенные, и вы не можете их, так сказать, переработать и переделать во что-то новое. Сейчас же мы направлены в основном на это, и будущее, я думаю, что за этими функциями.
И также есть один канадский архитектор, который делает все свои дома таким принципом и делает их полностью из дерева. И сейчас мы надеемся, что больше наших учеников будут идти такими же стопами и следовать этим принципам. Ну, тут возникли, видимо, сложности с переводом. Давайте я попробую очень просто задать вопрос, который пытался Евгений сформулировать. Вопрос, как решать доступ людей с ограниченными возможностями. То есть это инвалиды, которым очень сложно передвигаться из-за того, что там, ступени лестниц покрыты снегом или льдом. Вот как в Норвегии, существуют ли у них какие-то инструменты для того, чтобы облегчить и решить эти вопросы? Okay. Does the Norway has some kind of instruments or like ideas to prevent the ice or snow on the stairs and ladders, or when people with disabilities, how do you help people with disabilities to reach the point or reach the building and run that? Thank you again for a good question. We have a law saying that we should have a universal design on all buildings, so all people will have access. I have to admit it's not 100% because we have a mixed setup with old and new buildings, and not all the old buildings are able to be transformed into this system. So, and again, it's the public buildings which are by law forced to do this. And I think we have good environments that develops that in a good way. If I understood your question, it was also about how we deal with the cold, the ice, and the snow. That also are regulated by law. Functioning, how should I put it? Maybe not that good, but it's actually up to the different owners of the different buildings to keep their buildings clean of ice and snow. And there are different and all kinds of systems that keeps ice and snow away from buildings. But I don't think Norway is especially good at this. But there are systems, and you typically see in big cities that we burn our waste and make hot water, which heat up pavings and plazas and a lot of public spaces with warm heated water. But I think we have a lot to learn from many on this topic. Ну, изначально у нас есть в Норвегии закон, который указывает на то, что все публичные места должны сопровождаться пандусами и всеми возможными вещами для маломобильных людей. Но, опять же, это не совсем везде применяется, просто потому что для некоторых старых зданий такое сделать невозможно. По поводу снега и льда, опять же, это зависит от, собственно, компании, которая владеет этим зданием, и они сами должны за этим следить. Не то чтобы у всех это особо получается, но это зависит от владельцев именно здания. Также, ну, чаще всего убирают лед путем нагревания, ну, какие-то отходы, они сгорают, и за счет этого горения нагревается вода, и горячей водой убирается лед и все возможные дефекты. Вот. Если есть вопросы в зале, пожалуйста. Вопрос, у меня, наверное, реплика. Огромное спасибо всем организаторам, прежде всего нашим гостям, за эту нашу встречу офлайн. Мы очень ждали эту встречу, и она оправдала наши надежды. Большая признательность.
У меня, конечно, был маленький вопрос, но я уже немножко услышала на него ответ. У нас есть еще одна северная страна. То, что мы должны с вами сотрудничать, это не подвергается никаким сомнениям. Это наша общая задача. Но есть еще одна страна, Канада. Но я услышала, что тут, в общем-то, видимо, какие-то взаимоотношения тоже есть, да? Я правильно понимаю? So I want to thank everyone out here, especially organization, and our guests, that we could do this meeting offline, and we're really thankful for that. And I had a little question about the Canada. That of course we have to support the Norway and Russia relationships and everything. And I also heard that maybe you have some kind of connection with the Canada or so. We have connections. We have a large international network of international connections. But mainly it has been focused on the best institutions around the world, and also institutions that are similar to us and do the same thing in the same way. While I think it's about time to sort of have focus on what we would like to do. So when I say that I would like to focus on the north and all the challenges in the Arctic and the subarctic areas, it's open for everyone which are focusing on that. If you are good or bad, or are engineer, or are medicine, or law, or materials, or architect, I don't mind, because I think it's needed to look at the area as a laboratory for exploring solutions, and then sustainable solutions. And that's not only climate change, it's also our environment with plants and animals, its resources in general. And in my institution, especially also because we collaborate with the Arctic University in Tromsø, the relations are very often going in the west direction, not in the east. So I have to admit that I'm a little bit against sort of the main development by inviting myself to you. But I think this is the future. Collaborating in the north is the future, and it's going to be so exciting for us. And then I think it's important also to have Russian universities, Norwegian universities, Finnish universities. There's also very clever Danish, Icelandic universities, Canadian, and even American universities focusing on the north, and are very, very clever in coming up with solutions. And I want us to share this with each other. Да, есть связи с Канадой и с канадскими университетами. Тем не менее, в основном инициатива сотрудничества идет с запада на восток, нежели наоборот. И, собственно, мы считаем, что мы должны сотрудничать с Россией, с Финляндией, с Данией, да, Исландией, и со всеми университетами, которые направлены на именно исследование арктических территорий и субарктических территорий как пространство для строительства. А так мы принимаем всех. So much. У меня тоже про климат будет вопрос. Вот, да, считается, что в Сибири такой экстремальный климат, но я думаю, что в Саудовской Аравии климат не менее экстремальный. Если там 40-градусная жара, от нее тоже нужно спасаться. И у меня вопрос к Оле. Где вообще проще обеспечить микроклимат? В Осло или в Саудовской Аравии, где нужно прятать дом от солнца? So the question is, so the
for example, Siberia and Arabia has extremely extreme climate, I guess. So what is more simple to create building in microclimate in Oslo, for example, or in Arabia? We have had a studio in my university focusing on extreme conditions, and you will find extreme conditions in the north. You will find it in the south. You will find it. I told you that I lived in Cairo for a year. A couple of weeks during the hot summer, we had more than 50 degrees. Pretty extreme. I think the reason why I'm focusing on the north is that the changes are happening so fast here. And there are so many challenges also because the north is not explored that much. And there are many interests in the resources in the north, and they are being made available now because of the reduced temperature, less ice, transport is easier, and it seems like the north is out for grabs in a way. So I think that it would be very nice to be able to develop knowledge and have a knowledge-based development before everything goes wrong. And we know that politics, money, private interests, there's so many competing interests. So I think if the universities, we are not political, we are not there to earn money, we are developing knowledge and research. So that's why I think it's good across borders, across disciplines, to do this together, focusing on the north. Ну, я думаю, что как в Египте, так и в Норвегии достаточно экстремальные температуры. Когда я жил в Египте, там было несколько дней плюс 50, и было не очень хорошо. Но все же обеспечить транспорт в арктической и северной территории достаточно сложнее из-за льда и так далее. И, в принципе, эта территория менее изучена, потому что политика, экономика в этом мало заинтересованы. Но мы надеемся, что мы будем с вами сотрудничать в этом направлении, и тем самым будем привлекать туда больше интерес и изучать и придумывать больше решений для сложных ситуаций в арктическом направлении. Very patient people. Очень терпеливые люди. Ну, извините, я еще немножко оторву времени. Я надеюсь, что у нас будет с вами личная встреча по экскурсии по кампусу. Но все-таки для общего понимания, если можно, есть ли у вас такое понятие в Норвегии, как расчетная минимальная температура? И какая она? So I hope that we can have a personal meeting before the excursion on the campus. And the question is, do you have a critical minimal temperature in Norway that you design building? Like the minimal temperature that you consider when you're designing buildings. What is the temperature? Say it again. What is the temperature, minimal temperature in Norway when you that you consider when you're designing a project? The minimal temperature. Yeah. There isn't. The building code are focusing on not temperature, but on weight. So it's meters of snow that you have to adapt to in certain different areas in Norway. But by tradition, we also focus a lot on having very good and warm houses, and less
there are extreme temperatures in Norway. There are areas still in Norway which can get up to minus 40, but average is a lot less. And I mean, Nejad, he's living in the north, so you should talk about the extreme, but in the south of Norway, I think it's really rare that we are above minus 20, and only for a very short period of time, but there are exceptions. So I think nowadays the building industry and the building code is more prepared for extreme weather. So it's wind and rain. And also because of wind and rain, there are some areas in Norway which should not be built on anymore because of avalanches, flooding. So there are a lot more than temperature which are actually difficult to handle. And I'm talking too much again, sorry. That's fine. В общем, изначально у нас в Норвегии мы больше ориентируемся не на температуру, а на количество осадков, то есть количество выпадаемого снега на квадратный метр. Но, тем не менее, дома мы делаем теплыми и хорошими, и в экстремальных условиях у нас может достигать температура до минус 40, но обычно это в районе минус 20. Это, по крайней мере, на юге Норвегии. К северу там, конечно, более экстремальные температуры, и тем самым вот покрытие домов мы делаем таким образом, чтобы защитить их от ветра и дождя больше, что наносит больше урон. И также есть некоторые зоны, в которых случаются наводнения, в которых лучше вообще не строить дома. И вы должны спросить лучше у Неджета, как там на севере Норвегии, и насколько там холоднее, и какие могут быть экстремальные температуры. Спасибо. Просто я хотел проиллюстрировать вот картинка за вашими спинами. Вот это у нас типичное состояние города, архитектуры, практически минимум полгода. Я к чему говорю, что мало построить там добротный дом, деревянный дом, но его нужно еще отопить, обогреть, осветить. Вот какие альтернативные источники энергии можно при таких условиях, на ваш взгляд, применить? И будущее есть у каких-то альтернативных источников энергии, кроме как сжигать уголь, газ, нефть и так далее? So the question is, what is the alternative ways to keep the house warm without including like gas or charcoal or something like this in the winter time? I'm not sure if I understood the question, but I wanted to add to my last answer that, again, the focus in Norway has been energy consumption. So especially in the cold season, we are building with thicker walls, more secure for wind, so you use as little energy as possible to heat your house. The last summers, especially in the south, has also showed that we need to cool our houses. So that's also been the focus, but a pretty new one. It's really rare to see air condition in houses in Norway. That's really common to see heating systems. Ну, собственно, мы и направлены на это устойчивое строительство, что мы строимся с более плотными и толстыми стенами.
Таким образом, нам нужно использовать меньше угля и газа и всего остального, чтобы их согреть. Но в другой момент, недавно из-за климатических изменений мы столкнулись с таким фактором, что теперь летом нам нужно охлаждать наши дома, и что, в принципе, очень редко встретить можно кондиционер в Норвегии. Так что вот. Мы уже исчерпали Добре, лимит времени, да, чуть-чуть пожалуйста. одну Ярош. минуту, я хочу сказать. Норвегия 96% обеспечена электричеством из воды. Так что у нас проблема с этим нету. Мы не пользуемся с газом, не пользуемся с нефтью, мы все обеспечены с зеленой энергией. Сейчас у нас есть нормы. Значит, нормы сколько надо ватт на квадратный метр. И эта норма каждый год меняется. Значит, будущее, это, как мы говорили, все надо, чтобы пользоваться меньше и меньше энергии. Я говорил сегодня о этих коровниках. Вы посмотрели эти коровники, несколько тысяч квадратных метров площадь крыши. И будущее, эти коровники будут делать, что будут там солнечные панели и будут производить гидроген. Понимаете? Гидроген, на который будут пользоваться тракторы и будут обеспечивать энергию за. Значит, у нас на севере Норвегии, если говорить за полярный, значит, сейчас у нас ночь. Но летом 24 часа свет. И когда летом, когда электричество очень дешевле, понимаете, тогда производить энергию нет смысла. Тогда производить гидроген, который будет пользоваться зимой. И это следующий проект будет мой, который я буду разрабатывать. Значит, в каждом направлении мы стараемся, чтобы обеспечили, чтобы была зеленая энергия и чтобы меньше и меньше пользовали энергией. Спасибо большое. Поблагодарим наших гостей. Спасибо коллегам, что столько времени уделили нашему разговору. Я понимаю, что можно было бы еще столько же времени просидеть, но наши гости устали с дороги, поэтому еще раз поблагодарим и всех спасибо. Евгений Аркадьевич, еще два слова. У нас ведь эта встреча проходит в Зуме, и там столько же еще присутствует участников этой встречи. Вот, поэтому спасибо всем, кто присоединился, кому интересны эти проблемы и вопросы. А я еще отдельно тоже хотел бы сказать и Неджету, и Оле спасибо за то, что они еще 11 числа рано-рано утром пришли к нам на конференцию. Вот. Отдельное спасибо.